Desire is irrelevant. I am a machine. В 1984 году вышел «Терминатор», самый первый фильм многолетней медиафраншизы, в которую помимо фильмов входят и игры, и книги, и комиксы, и куча различного мерча, и даже целые аттракционы. Вы только задумайтесь, прошло уже практически 40 долгих лет, но даже спустя все это время самый первый «Терминатор» держится и выглядит более чем достойно, и на него даже приятнее смотреть, чем на некоторые сегодняшние многомиллионные проекты с ужасно сделанной графикой. Потому как в те годы фильмоделы являлись невероятно амбициозными ребятами, но были сильно ограничены технологиями своего времени, в связи с чем им приходилось вместо графики прокачивать мастерство нанесения грима, какие-то инженерные скиллы, каскадерство, но и прочие хитрости и уловки, чтобы готовый результат смотрелся на экране максимально правдоподобно. Что касается нашего сегодняшнего пациента, то он железно опережал свое время. Все выглядело максимально круто. А вот второй «Терминатор» 1991 года опередил время еще сильнее, в подтверждение чему несколько лет назад, в 2017 году, даже повторно в прокат выходила его отреставрированная версия. И это действительно фантастика, ведь фильм ничуть не потерял ни в актуальности, ни в эффектности изображения и компьютерной графики. Картина 1991 года выглядит так, как будто снята, если не вчера, то несколько лет назад. За процессом реставрации следил лично Кэмерон, он же руководил процессом цветокоррекции. Лучше бы он собака так следил за съемками «Темных судеб». Я сам лично с удовольствием ходил в кинотеатр на этот модернизированный формат 2 раза и более чем кайфанул. Один раз зрители даже хлопали, когда титры начались. К фильму «Темные судьбы» мы обязательно вернемся чуть позже в заключительной части разбора вселенной Терминатора. Ребят, изначально это должен был быть один большой видеоряд на 2,5 часа в честь 40-летия данной франшизы. Но к своему собственному огорчению, выполнив примерно треть работы, я столкнулся с очень серьезными ограничениями своего ПК, и чем шире набухал проект, тем сложнее становилось с ним работать. Это очередной знак в сторону того, что мне пора обновиться. К примеру, процессор у меня уже 13-летней давности, и это, черт возьми, не те процессоры, которые Skynet пихает в своих терминаторов, что они по 100-120 лет нормально вывозят. Мой уже, к сожалению, не справляется с теми задачами, которые я на него возлагаю, что называется старый, но еще не бесполезный. Поэтому видео мне пришлось раздробить на части. Их будет 2, примерно по 1,5-2 часа. Да, изначально должно было быть меньше, но проект буквально вырос на дрожжах уже в процессе монтажа, что-то даже пришлось переписывать несколько раз, но какие-то данные вообще обновились. Мы затронем все, что выходило во вселенной Терминатора: фильмы, игры, книги, комиксы, даже 3D-аттракцион для парков Universal. Ничто не останется без нашего внимания. Но начнем мы с самого первого фильма и периода с 84 по 91 год. К сожалению, я не застал 1984 год. Фильм выходил задолго до моего появления на свет, но я попробую поставить себя на место зрителя в середине 80-х, чтобы лучше понять, насколько крутой это был фильм в те годы. Во многих источниках указано, что по жанру это научно-фантастический боевик и фантастика, но вот я бы еще добавил слово «ужас», потому как очень много нюансов говорит нам о том, что это процентов на 30 является фильмом ужасов. Сразу отмечу такой момент, что я помню все фильмы, особенно второй, довольно неплохо, но для подготовки к производству этого видео я все равно пересмотрел их все, чтобы, возможно, заметить что-то, на что раньше внимания не обращал, ведь с возрастом мы меняемся, прогрессируем и смотрим на одни и те же вещи иначе. И что меня уже на старте поразило, и я раньше не обращал на это внимания, так это то, что Арнольд Шварценеггер, который только главный злодей этого фильма, но тем не менее во вступительных титрах указан первым, а уже потом Майкл Бин и Линда Гамильтон. Я с таким сталкивался довольно редко, а то и вообще вот в данный момент такого не припомню, чтобы антагониста ставили в титры на первое место. Тем более, что у чувака было всего 17 фраз, в общей сложности на 65 слов. И эта вот самая роль сделала его звездой мировой величины. Этот впечатляющий образ совершенно безэмоционального робота стал классическим эталоном для кинематографа. До этого его знали только по Конану и Геркулесу, да и английский у актера на тот момент был еще не самый лучший, но тем не менее первое место в титрах. Как по мне, это интересное решение. Напишите в комментариях, помните
ли вы какие-нибудь еще фильмы, чтобы главных злодеев ставили на первое место? Забавно еще и то, что Майкл Бин стал известным благодаря своей роли в фильме «Поклонник» 1981 года, где сыграл маньяка. А Арнольд был известен только по положительным ролям. Другими словами, Джеймс Кэмерон сильно рисковал, приглашая на роль киборга-убийцы Арнольда Шварценеггера, который до сих пор играл только хороших парней. А роль положительного героя отдавая актеру, прославившемуся исполнением маньяка. Это был либо риск, либо гениальность. Четкая, взвешенная и тактическая. Но в итоге все вышло более чем органично. Вместе с титрами, конечно же, нас встречает музыка. Потрясающий саундтрек Брэда Фиделя, который, в общем-то, всю музыку для этого фильма и написал. Сам же Фидель описывал музыкальный мотив как историю о механическом человеке и его сердцебиении. Дорогие друзья, как человек, который с детства слушает музыку, самую разнообразную, и который пишет ее сам, я могу сказать, что саундтреки в первом Терминаторе — это одни из лучших произведений, когда-либо написанные. Мое субъективное мнение. Очень рекомендую всем к ознакомлению. В описании под роликом оставлю ссылку на официальный плейлист. Кому интересно, переходите. Сразу обозначу, что в данном видео иногда будут звучать другие версии этих треков, каверы, оркестровые исполнения без авторских прав, потому что это YouTube, ну, вы его знаете. Также периодически я буду ссылаться к интересным фактам из книг Вильяма Вишера и Рэндала Фейкса. Первый — это соавтор сценария первых двух Терминаторов, а второй — это писатель, фантаст и киносценарист, близкий друг Джеймса Кэмерона, который также принимал участие в работе над фильмами. То есть данные книги — это не какие-то фанатские дублирования того, что уже показали нам фильмы, потому как здесь точное исследование сюжетной канве фильмов от самих первоначальных создателей этого мира сочетается с аккуратно добавленными запоминающимися деталями, в которых неплохо так расширяется мифология вселенной, раскрываются обстоятельства, действия и внутренний мир героев, что позволяет глубже понять замысел фильмов. Какие-то моменты даже должны были оказаться в самих фильмах, но их по разным причинам на итоговом монтаже порезали. Я давно хотел прочитать эти книги, и работа над данным видео стала прекрасным поводом наконец это сделать. Когда мы смотрим кино в первый раз, конечно же, мы еще не понимаем, что к чему, но старт у фильма был достаточно бодрый, нам показали очень мрачную картину будущего, а именно войну людей и машин среди человеческих костей, черепов, разрушений, из чего складывается вывод, что у людей так себе дела в будущем обстоят. Надпись нам расплывчиво поясняет за ситуацию и подчеркивает, что решающая битва состоится не в будущем, а в нашей действительности. Далее нас перекидывает в славный Лос-Анджелес 1984 года, где, откуда ни возьмись, среди ночи появился голый австрийский бодибилдер и начал искать себе одежду. Ему под руку попался Шао Кан с двумя его друзьями, ведь мало кто знает, что прежде чем стать императором внешнего мира, Шао Кан в 80-х был простым лос-анджелесским гопником. Ночная прогулка, да. Устроили постирушку. Все грязное, да? Все грязное, да. Кстати, вот эта вот озвучка, этот дубляж, вы только задумайтесь, он был сделан еще в СССР в Киеве на студии «Синхрон Хлопушка». Нигде нет информации в каком году, но доступно все это дело стало только в 91-м. Я это кино когда-то смотрел и в оригинальной английской озвучке, как и второго Терминатора, но сейчас меня заинтересовал именно этот вариант. Скажу вам честно, друзья, я в восторге. Очень достойную и душевную работу в те годы проделали актеры дубляжа. И это отчасти морально помогло мне перенестись в то время. Если тоже надумаете пересмотреть, советую выбрать именно этот вариант. Далее в одной из подворотен с такими же электрическими разрядами вываливается обычный чувак, которому тоже нужна одежда, но он ее себе добывает более гуманным способом – грабит бездомного. Это не очень понравилось местной полиции, пришлось от нее побегать. Показывают кадры допроса полицейского. Какое число? День? 12 мая, четверг. Какой год? Прошу заметить, Кайл не вставил руку в полицейского, а просто сбежал, прихватив его пистолет плюс ружье из машины. Далее нас знакомят с Сарой Коннор, молодая Линда Гамильтон. Я эту актрису видел только в 4 фильмах: «Терминатор 1», «Терминатор 2», «Терминатор. Темные судьбы» и «Пик Данте» с Пирсом Броснаном. Все, больше нигде, но актриса вполне себе нормальная. А этот парень все беспредельничает, ищет, куда бы еще вставить свой кулак. О, нашел. Напоминаю, что сейчас 1984 год. Мы с вами в том времени смотрим кино в первый раз. На данный момент мы не понимаем, что здесь вообще происходит и кем являются эти два молодых человека. Это не что иное, как отлично выдержанная интрига, которая будет продолжаться до момента, пока Кайл не объяснит все Саре, а заодно и нам. Тем временем нам дают возможность понаблюдать за поведением как одного, так и другого. Если первый после убийства Панка уже и продавца оружием успел грохнуть, Не делайте этого. Стив,
и первую Сару Коннор из телефонной книжки. Блять, какого вообще черта мое имя и мой домашний, сука, адрес находятся в каждой телефонной будке? США, какого хера? А как же защита персональных данных? Двухфакторная аутентификация с отпечатками этими сетчатками. Нахера вы делаете так, чтобы каждый вот долбоеб мог прийти ко мне домой и вставить мне кулак, куда ему вздумается? Надеюсь, что это все пережитки прошлого, и вместе с исчезновением телефонных будок исчезли и подобные справочники, ибо у вас там и легалайз по оружию в 43 штатах, господи, да что с вами не так? Кстати, небольшой отрывок из книжки по поводу этого случая у телефонной будки с этим парнем, которого отодвинул Терминатор. У него по лору даже есть имя, его зовут Карлайл. Цитирую. Карлайл вынужден был признаться себе, что парень здорово напугал его. Еще никто не смотрел на него с таким холодным превосходством. Не хотел бы он снова почувствовать на себе этот леденящий взгляд. Глубоко вздохнув, Карлайл решил снова позвонить жене. Телефонная книга осталась лежать открытой на той странице, которую просматривал Терминатор. В 3 местах бумага чуть промялась от нажима пальцев. 3 имени: Сара Энн Коннор, Сара Хелен Коннор и Сара Дженнет Коннор. Карлайл повторял эти имена, пока набирал домашний номер и ждал ответа. А не позвонить ли этим женщинам? Предупредить, что над ними собираются тучи. Эта мысль пришла ему в голову. Жена взяла трубку, и он быстро забыл обо всем, кроме собственных злоключений. Спустя 11,5 часов сидящий у телевизора Карлайл Лейдл страшно переменится в лице, когда диктор начнет рассказывать о событиях минувшего дня. Он напугает жену и долго еще не сможет вымолвить ни слова. Первым, что она услышит от него, будет сдавленное: «Почему я не позвонил? Почему я не позвонил?» Так вот, если первый ведет себя как убийца-шизофреник, вот эта сцена, кстати говоря, очень сильная, то второй вполне себе спокойный, прогуливается, потом в машине отрубается, где ему снится война с машинами. Но сами эндоскелеты, то есть терминаторов, нам не показывают. Пока что на текущий момент и до самого конца фильма нам иногда будут демонстрировать только лишь тяжелую технику Skynet. Тем временем Сара слышит в новостях, что ее полную тезку убили, и относится к этому довольно легкомысленно, как к совпадению, и даже не придает этому значения. Полиция тоже начинает обращать внимание на то, что уже 2 Сарок с одной и той же фамилией вынесли в один день. Посмотри на имя. Не может быть. Странное совпадение. Странное совпадение, действительно. Эти 2 подруги пока еще без какой-либо паники собираются потусить. Пугачева даже пытается шутить на тему убитой Сары Коннор. Для мертвеца ты неплохо выглядишь. Но туса для Сары отменяется, поскольку ее парень слился. Возможно, это немного спасло ей жизнь, и она покидает тот самый адрес, который был указан в телефонной книге. За ней уже выехал Кайл. Полиция уже догадалась, что надо ж как-то связаться со следующей Сарой Коннор из справочника. Но совпало все так, что трубку никто не поднял. Опять ее нет. Теперь представь, что туда уже позвонил этот убийца. Наконец-то уже и она услышала, что всех Сарок с фамилией Коннор повсеместно аннихилируют, поняла, что это не шутки, и таки начала переживать. Опять же, ставим себя на ее место. Вам сообщают, что сегодня убили 2 твоих полных тесок, которые никак друг с другом не связаны. Ну и... Каковы ощущения? Она даже решила заглянуть в этот хренов справочник, чтобы убедиться, что там по списку она дальше следующая. Что самое интересное, она минутой позже подумала, что это именно Кайл за ней следит, чтобы грохнуть. Уж больно подозрительно он за ней прогуливался. Австрийский бодибилдер таки добрался до дома, где осталась ее подруга со своим парнем. Погоди, мне или показалось? Или он почти поднял Терминатора? И все бы ничего, может быть, он бы даже ушел с чувством полного удовлетворения от шикарно выполненной работы, если бы не этот вот, блядь, звонок. Джинджер, это Сара. Возьми трубку, если ты дома. Я сейчас в баре на бульваре Пико. После которого он понял, что убил он, к сожалению, не ту женщину. О, этот взгляд. Человека, который уже почти вышел из офиса после рабочего дня, но тут ему крикнули, что он забыл подготовить важный отчет к утреннему совещанию. Придется остаться и доделать. Следующий звонок она сделала уже в полицию, где ей дали прекрасный совет. Сейчас вокруг вас много людей, значит вы в безопасности. Пока мы не приедем, никуда не выходите. Кто у нас тут приехал четко по адресу, который назвала Сара, когда звонила? Весь этот сегмент с баром я считаю просто гениально проработанным. И по игре актеров, и по выбору саундтрека, и по вот таким деталям, типа наклониться за упавшей бутылкой в нужный момент, что, возможно, спасло ей жизнь сейчас. Испуганный взгляд Сары на Кайла. Она в натуре уже во 2-й раз подумала, что это именно он пришел ее обнулить. Постановка кадра, где на первом месте стоит Рис,
И акцент должен быть вроде бы на нем, но при этом хоть и без фокуса, но можно увидеть, что Терминатор подходит к Саре, и фокус даже на мгновение смещается на нее. Нас 35 минут от начала фильма плавно смазывали перед встречей всех троих персонажей, и вот она, состоялась. Кайл уже понял, что, твою мать, ее же сейчас прибьют. Вежливо просит ребят на танцплощадке уйти с линии огня и жахает Арнольда 5 мощными выстрелами. Но должен же был убить, как мы все подумали бы изначально. Парень-то он, конечно, огромный, но после серии выстрелов свалится вообще любой мускулистый мужик. Это просто лучший взгляд. Представляю его мысли в этот момент. What the hell are you? Но он вполне спокойно себе встает. Какого хрена здесь происходит? Ладно, может именно эти ранения были не смертельными. Давай еще раз. Но он, твою мать, опять встает. И тут просто нужно в очередной раз отдать должное Линде Гэмильтон за искренние эмоции, которые даже нам передаются через экран. Мы-то тоже в ахуе, но типа, что не так с этим бугаем, почему он не умирает? Кстати говоря, смотри, что заметил уже во время монтажа. Если очень покадрово разбирать, то сюда попал вот такой в кавычках спецэффект. Скорее всего, на плече у Арнольда была какая-то мини-хлопушка или петарда или бомбочка, которая специально сдетонировала в момент выстрела Риза, чтобы создать эффект попадания пули Терминатору в плечо. И камера на микросекунду засняла этот самый момент. Это в самом фильме просто невозможно заметить. Может быть, конечно, это что-то другое. Если у вас есть идеи или соответствующие знания, пишите, пожалуйста, в комментарии. Я напоминаю, что до этого не было никакого намека на то, что он не человек. Огромный – да, сильный, накачанный – да, жестокий убийца – да, но не более того. Кайл произносит легендарную фразу. За мной, если хотите жить. Герои временно убегают. Всем постам. Я преследую убийцу. Машина направляется на запад. О нет, парень, настоящая машина как раз в данный момент рядом с тобой. Кайл тем временем пытается наладить диалог. Ни одного движения. Вы меня поняли? Поняла. Получилось. Ну и по ходу дела озвучивает Саре свой брифинг. Машина? Что, робот? Нет, не робот. Киборг. Кибернетический организм. Но из него текла кровь. Только мгновение. На парковке он уже более детально углубился в вопрос. Ну, вроде бы она все поняла, правда со скрипом. Киборги боли не чувствуют. А я чувствую. Больше не делайте так. Но в книге нам авторы дали четко понять, какие у нее были мысли в момент, когда они ехали на эту парковку. Сара выпрямилась, внимательно посмотрела на Риза, все еще не веря его словам. Киборг? Ну да, их преследует машина. Теперь, когда у нее появилась возможность разглядеть своего спутника, она отметила грязное, небритое лицо, настороженный тяжелый взгляд. Похоже, с ним опасно иметь дело. Скорее всего, псих. Но в итоге вроде как неуверенно прониклась. Вы меня спасете? Я не уверен. Я бы очень хотел, но не знаю. Кайл адекватно оценивает свои силы, потому что прекрасно знает, что убить эту дрянь будет чертовски сложно. Далее идет рассказ о том, из чего они сделаны. Меня всегда интересовало больше технических подробностей о Терминаторах, и книга любезно их нам предоставила. Под внешней оболочкой Терминатора монтируется сверхпрочная ходовая часть из суперсплавов, высокоточная боевая машина с микропроцессорным управлением, владеет совершенными способами вооружения и защиты, поражающая сила не ограничена. И все это покрыто снаружи живой плотью. Мышцы, кожа, волосы, кровь создаются и выращиваются специально для киборгов. Отдельные слова, которые доходили до Сары, никак не складывались в единое целое. Лучше бы он молчал, только запутывает ее. Понимаю, Риз, ты хочешь помочь мне, но она пыталась задобрить его убаюкивающими интонациями, обмануть его бдительность согласием. Тщетно. Ты слушай, оборвал он ее. У 600-й серии была кожа резиновая, мы легко их вычисляли. Самая новая серия, 800-я, по внешнему виду от людей не отличишь. У них работают железы внутренней секреции, выделяют пот. От них исходит запах человека. Дотронешься до него, он теплый на ощупь, но только от тебя уже ничего не останется. Вычислить их очень трудно, а все те люди, которые погибли. Дело в том, что я вынужден был дождаться, пока Терминатор обнаружит тебя, иначе я не смог бы распознать его. Я не знал, как он выглядит. Сара поняла, что он говорит о тех людях, которые погибли на дискотеке. Ее охватили сомнения. Был среди нас человек, научивший нас бороться, уничтожать эти страшные машины. Его имя Коннор. Джон Коннор, ваш сын, Сара.
ваш будущий сын. Пока Кайл рассказывал Саре совершенно невыдуманную историю о том, что она является матерью лидера сопротивления из будущего и что Скайнет решил убить его в прошлом, чтобы он не родился, Терминатор таки находит их на этой подземной парковке, из-за чего они вынуждены бежать, так и не договорив. Терминатор врезается, а их ловит полиция. У меня на секунду возникла мысль, что жаль, он решил сейчас покинуть место событий, так как я был бы не против глянуть сцену, как он в одиночку выступает против этих копов, с чего Сара еще сильнее бы офигела и прям на 100% поверила Кайлу. Но тогда, скорее всего, мы бы лишились легендарной экшн-сцены в полицейском участке, а оно того не стоит. Далее нас ждет немножко хоррора, но пугать зрителя будут не скримерами, а атмосферой и саундтреком. Судя по всему, во время погони киборг-убийца немного повредился и решил подкрутить пару деталей. Возможно, именно по этой причине он и решил не вступать в бой с полицейскими на улице, а тактично свинтить и подлататься. Сцены разрезания руки и удаления поврежденного глаза, как по мне, одни из самых запоминающихся не только в этом фильме, но и вообще за всю историю кино. Кстати говоря, это очень неплохо сделанная кукла. Копы даже пригласили психоаналитика, из их разговора с Ризом нам стало известно больше деталей. Мне, например, при первом просмотре также сначала непонятно, к чему такие сложности, почему нельзя было убить Коннора там, зачем кого-то в прошлое отправлять. На что нам ответили, что благодаря Джону повстанцы уже нанесли Скайнету серию поражений, и уже на тот момент убийство Коннора ничего бы не дало. Скайнет бы все равно проиграл, а значит нужно сделать так, чтобы этот человек никогда не родился. Ну и раз уж у них совершенно случайно оказалась машина времени, они решили устранить проблему с Коннором, так сказать, на корню. Ну а что же вы не захватили оружие? Чего-нибудь более совершенного. Каких-нибудь лучевых пистолетов. Лучевых? Что-нибудь из оружия будущего. Лучевых пистолетов. Им, смешно. Одной Саре сейчас уже не до шуток, сейчас все ногти съест. А вот вам еще одно дополнение из книги, потому как в кино нам не показывали фрагменты, когда Терминатор делал надрезы на ногах убитых девушек, чтобы опознать их наверняка. А почему он сделал на их ногах надрезы? Записи давали единственную возможность опознать Сару. Ей в ногу должны ввести хирургическим путем стержень из металла, но пока он еще не введен. Небесная сеть и Терминатор об этом не знают. Это произойдет позже. Кадр, как он орет сейчас в видеокамеру, Сара во второй части будет орать точно так же. Сара, это называется бронежилет. Их не берут даже пули 12-го калибра. Наши ребята тоже такие носят. Ха, ты знаешь, кого еще не берут пули 12-го калибра? Скоро познакомитесь. Здесь вы в полной безопасности. В здании 30 полицейских. Чувак, ты уже говорил то же самое о том клубе. Я друг Сары Коннор. Мне необходимо ее увидеть. Нет, сейчас невозможно. Подождите немного. Посидите там. I'll be back. Я не мог произнести «I'll». С моим акцентом этот звук мне не давался. И я говорю Джиму: «Джим, может мне просто сказать I will be back?» Ведь это звучит более подходяще для машины. I will be back. На это он мне сказал: «Не-не-не, ты погоди. Я тебе не указываю, как играть, ты мне не указывай, как писать». Я написал фразу I'll be back, так почему бы тебе просто не произнести ее? Этот звук никак не давался мне из-за моего акцента. Но я сказал: «Хорошо, давайте я скажу 10 раз, хотя бы один из них подойдет». Так оно и было записано. Но когда фильм вышел, я был в Нью-Йорке, участвовал в кампании по продвижению. Я шел по Парк-авеню, и поклонники просили меня: «Скажи это, скажи». Я говорю: «Что?» «Скажи фразу I'll be back». Я и сказал I'll be back. Они говорят: «Нет, скажи, как ты сказал это в фильме». Я сказал I'll be back. И они завопили: «Да-да-да, вот так». И тогда я осознал, насколько все-таки мощна эта фраза в фильме. Мужик сказал, мужик сделал. Арнольд просто красава. Кэмерон без сомнения сделал его звездой боевиков. Все-таки важно понимать, что недостаточно просто взять в руки оружие, чтобы быть крутым. Ты еще должен и органично с ним выглядеть, чтобы оружие было будто продолжением тебя. И вот лично мое мнение, Шварценеггер просто идеально создан для таких ролей. Что касается именно этого фильма, Терминатор под мощный саундтрек Брэда Фиделя разносит полный полицейский участок. Если бы у меня был собственный топ экшн-сцены с боевиков, то это точно бы туда попало. Здесь вы в полной безопасности. В здании 30 полицейских. Кайл в суматохе нашел способ выбраться из-под заключения, потому что понял, что на этих копов ставку лучше не делать. Находит Сару, и они благополучно валят. Появилась свободная от преследования минута, в которую Сара спрашивает о том, какой был ее сын. Он моего роста, у него твои глаза. Совпадение? Не думаю. А ты не знаешь, кто был его отцом? Неплохо бы узнать его имя.
Знаю только, что он умрет до... Не надо. Этого я знать не хочу. И оказывается, что Кайл сам вызвался, потому что хотел лично познакомиться с Сарой. Я доброволец. Хотел познакомиться с легендарной Сарой Коннор, которая научила сына бороться, быть лидером с самого раннего детства. Засмущал прям. Да ладно, я что, похожа на мать человека из будущего? Я что, такая сильная, организованная? У меня в беспорядке даже чековая книжка. Я не просила для себя такой чести, я не хочу ее. Ну слушай, мать, тот бронированный австриец прям наверняка уверен, кого он ищет. Если хочешь, можем этот вопрос у него уточнить. Кайл даже передал ей послание от сына. Спасибо, Сара, за мужество, пронесенное через годы тьмы. Я не могу тебе помочь в том, что ты должна будешь пережить. Будущее непредсказуемо, ты должна выжить, иначе меня не будет. Далее, по ее же просьбе, Кайл начал рассказывать, как у них там в будущем дела обстоят. В итоге его рассказ перешел в реальный флешбэк о том, как к ним в убежище проникает инфильтратор и всех инфильтрует. Практически такой же кожаный, как и тот, кого отправили за Сарой. То есть, пока собаки не загавкают, ты даже подозревать не начнешь, что это не человек. А этот уже конкретно начинает заваниваться на весь подъезд. У меня, кстати говоря, соседи такие же на одном этаже со мной, слава богу, на моем прошлом месте жительства, что мимо их квартиры без прищепки на носу пройти вообще нереально. Наверное, тоже терминаторы, по-любому, всегда замечал, что алкаш Михалыч какой-то странный. Пошел вон, засранец. Ну, в общем, оказалось, что он прихватил тот самый блокнотик, где нашел адрес матери Сары, куда незамедлительно и направился. Наши герои, очевидно, устают тусоваться под мостами и снимают отель. Пока Кайл ушел в магазин, она созванивается со своей матерью, и уже второй раз нахрен за этот фильм она сливает бодибилдеру собственное местоположение. Мне кажется, если бы Кайл узнал, он бы ее сам прибил. Я тебя тоже, дорогая. И здесь мы узнаем новую деталь. Оказывается, у терминаторов есть способность максимально точно выдавать из себя любой голос и буквально притворяться другим человеком. В данном случае он и голос изобразил, и вжился в роль ее матери, потому что он не просто в своей терминаторской манере типа «пошел вон, ублюдок», а прям конкретно в правильный момент прикинулся другим человеком. Соображает, сука, вот как бы настолько он опасен. Ну а спустя 5 секунд ни здрасте, ни до свидания. Модель Пике. Дайте ваш адрес. Вот теперь узнаю старого доброго киборга. Если кто-то в этот момент думал, убил ли он мать Сары, потому как вроде оно и так понятно, но осталось за кадром, то вот вам отрывок из книги. Выбитая дверь болталась на одной петле. На полу под опрокинутым креслом лежало тело Сариной мамы. За последние 10 минут температура в доме опустилась почти до 34 градусов по Фаренгейту. На голове миссис Коннор запеклась кровь. Невидящие глаза бессмысленно таращились на убившее ее существо. Оно сидело в кресле у стола и держало возле уха телефонную трубку. Кайл принес из магазина некоторые продукты, из которых они сделали несколько взрывчаток. Он найдет нас. Да ты особо и не прячешься. У тебя был кто-нибудь? Кто-нибудь? Девушка, понимаешь? Никогда. Никогда? Тебе, наверное, больно. По-моему, она его сама соблазнила. Джон Коннор подарил мне твою фотографию. Тогда я не понял, зачем. Она была очень старая. Ты на ней такая же. Я запомнил каждую линию, каждый изгиб. Ради тебя я пересек время, Сара. И тут оказывается, что он втюрился в нее по одной только фотке, что, конечно же, растрогало девушку еще сильнее, и это таки случилось. Осталось дождаться Джона Коннора, но так сильно на их месте я бы не расслаблялся. Лови! Господи, ну хоть искренне улыбнулись разок за фильм, хоть всего на секунду, а то все как-то на нервяке от начала и до конца. Терминатор, само собой, до них доехал, но собака на входе заруинила его стелс, поэтому Кайл и Сара успели покинуть номер и угнать очередную машину. Погоня также была довольно жаркой, даже жарче предыдущей, потому что здесь Кайл еще и бомбы швырял, за что получил пулю. Сара таранит Терминатора, и он идет угонять себе грузовик. Мы видим, что эндоскелет обнажился еще сильнее. Пошел отсюда. Однозначно, вид Шварценеггера стал более жутким и пугающим. Во время их отступления Кайлу удается закинуть взрывчатку внутрь этой фуры, что приводит к неминуемому взрыву. Терминатор вышел, похромал и свалился замертво. Герои даже на секунду поверили, что они победили. Ни хрена себе, неужели хэппи-энд? Все живы, ну, кроме десятков убитых. Скайнет остановлен. И тут происходит следующее.
Первый раз за фильм нам наконец-то показали эндоскелет Арнольда Шварценеггера без кожи. То, к чему мы шли весь фильм, ведь зрителю с самого начала было интересно, как выглядит Терминатор, в чем мать родила, а не вот в этом вот всем. 1,5 часа выдерживали эту интригу и оттягивали настолько, насколько это было возможно. Терминатор не то чтобы был в добром здравии на 100%, он похрамывал, поскрипывал, но все еще был готов нести службу Скайнету. Это я к тому, что штука эта очень опасная, но все-таки не бессмертная, и вывести из строя эту дрянь вполне возможно, зная куда, как и чем наносить ущерб, и обладая на это определенными навыками. А я в очередной раз напомню, что мы смотрим фильм 1984 года. Коллаборация работы инженеров со специалистами по визуальным эффектам показала себя во всей красе, даже несмотря на очень сильные ограничения по технологиям в середине 80-х. Мы смотрим вот на это и видим, насколько все круто и органично вышло. Добавлю, что некоторые даже вот так и в наши дни почему-то не могут или просто ленятся сделать хорошо. Кайл и Сара скрылись на заводе, где Кайлу, как и Терминатору, тоже не очень прям хорошо, но он все так же готов нести службу Коннору. Далее следует просто героическая, на мой взгляд, сцена, которая показывает, что Кайл действительно готов идти до конца. Раненый 1 на 1 выходит против этой хреновины, заведомо зная, что эта труба ему не особо-то и поможет в бою. Он хотел просто дать время Саре сбежать. И здорово, что у него остался, наверное, последний козырь в рукаве, который и решил исход этого боя. Но и сам он погиб. Но твою мать, вроде уже все выдохнули, как и после ситуации со взрывом фуры. Австриец еще жив, и таки половина его все еще намерена закончить начатое. Прям выжали из бедного Терминатора все соки, но таки уже добили окончательно. И у нас из фильма вырезали некоторые фрагменты, например, нам не показали кусок концовки, где на этом заводе 2 товарища, шарящих в электронике, нашли микросхему с очень качественными соединениями, которых прежде в жизни не видели, а уже через пару лет они стали владельцами компании Cyberdyne Systems. Еще в фильм не вошли несколько хороших и трогательных сцен, которые я бы точно отсюда не вынимал. Сцены, которые раскрывают химию между Сарой и Ризом. Это чтобы некоторые не задавались вопросом, а как так эти двое так быстро успели полюбить друг друга. В эпилоге мы видим, как беременная Сара едет на машине. Кстати говоря, я вот на эту деталь прежде не обращал внимания. Сара завела собаку, потому что Кайл упоминал о том, что собаки помогают обнаруживать терминаторов. Плюс в отеле Сара лично убедилась в их компетентности. Наверное, ты прислал его сюда, потому что знал, что он твой отец. Если бы ты не прислал Кайла, то не родился бы. Очень многие споры ходили и даже иногда ходят сейчас на эту тему, мол, как Кайл Рис мог стать отцом Джона, ведь до того, как Джон отправил его в прошлое, Коннор уже существовал. Соответственно, Рис не мог быть его отцом. А с другой стороны, Кайл Рис говорил, что он из вероятного будущего, то есть принцип, когда одно событие зависит от вмешательства извне, здесь не абсолютен. Возможно, еще раньше были некие события, после которых сложился этот временной замкнутый круг. Но он все-таки сложился, и это парадокс. Но на эту тему впоследствии вышло очень много художественных фильмов и книг, и игр, которые либо допускают такой парадокс, либо игнорируют. Но суть в том, что путешественников во времени лично я не знаю, спросить некого. Компания Marvel еще в последнее время на это поле начала заходить со своими мультивселенными и вариантами будущего. Стартрек, Терминатор, Патруль времени, Эпоха за Квантовый эпохой, скачок. Излом времени, где-то во Машина времени. времени, Ван. Любой фильм про путешествия во времени. Почему все свято верят в ахинею и чушь? Вот представьте, прыгнул ты в прошлое. Это прошлое превращается в будущее, а твое прошлое настоящее превращается в прошлое. И его уже никак не изменить. То есть назад в будущее — это чушь собачья? Короче говоря, у каждого свое видение, которое в художественном жанре имеет место. Но как оно там в реале, мы, к сожалению или к счастью, никогда не проверим. Это все может свести человека с ума. И заканчивается все тем, что местный паренек делает ту самую фотку на полароид, которая в дальнейшем и будет по многим рукам ходить. Ребят, 3 Оскара. Лучший научно-фантастический фильм, лучший сценарий, лучший грим. В 2008 году был включен Библиотекой Конгресса США в список фильмов, признанных культурным достоянием США. При бюджете 6,5 миллионов в прокате собрал 78 миллионов. На этом история заканчивается на много лет. Первая же игра по Терминатору вышла в 1991 году, в том же году, в котором появился и долгожданный сиквел фильма. Но еще до этого, возможно, мало кто знает, но издателем Now Comics с 1988 по
по 90-й год была выпущена целая серия комиксов во вселенной Терминатора, которая повествует нам о событиях, которые разворачиваются уже в будущем в период войны с машинами. В интернете нашел только в оригинальном формате на английском языке. Ссылку оставляю в описании, чтобы вы долго не искали. Я сам прочитал с большим удовольствием. Очень интересная получилась история. И вообще, я бы рекомендовал присмотреться именно к комиксам, потому что вышло их довольно много, и среди них есть такие, которые по сюжетной составляющей на порядок круче, чем некоторые фильмы по Терминатору, которые мы получали после второй части. Вообще, отвечу сейчас на вопрос, как комиксы по Терминатору расширяют его вселенную. Суть в том, что к комиксам по мотивам известных франшиз многие относятся с предубеждением, считая их очередной попыткой вытрясти лишние деньги из фанатов. Некоторые комиксы действительно только ради этого и создаются, но встречаются и обратные случаи – графические истории, развивающие и обогащающие вселенные фильмов, на которых они основаны. Именно к таким относятся комиксы по Терминатору. Например, до выхода второго фильма ни сценаристы, ни художники, ни редакторы даже не подозревали, что Кэмерон вообще планирует снимать сиквел, поэтому относились к комиксам как к единственному возможному продолжению, которое когда-либо получит Терминатор. Отталкиваясь от идеи первого фильма, авторы придумывали собственные варианты развития сюжета и в чем-то даже предугадывали мысли Кэмерона, а в чем-то и кардинально с ним расходились. Скажем так, я очень многие из них прочитал сам лично, и мне все понравилось. Спойлерить сюжеты я здесь, конечно же, не буду, а просто лишь порекомендую вам с ними ознакомиться, особенно если вы уже длительное время скучаете по чему-то новому в мире Терминатора. Уверяю вас, вы будете не разочарованы. Так вот, до выхода второго фильма такими издателями, как Now Comics и Dark Horse Comics, выходили некоторые серии графических новелл. А вот что касается первой игры по Терминатору, которая вышла в 91 году на платформе DOS, ее сделала компания Bethesda. Она повторяла сюжет первого фильма. В ней игрок может играть и за Терминатора, и за Кайла Риза, где ты либо должен замочить Сару, либо не допустить того, чтобы ее замочили. Вы только задумайтесь, эта игра является одной из первых реализаций концепции открытого игрового мира в сеттинге шутеров от первого лица. В игре воссоздан район Лос-Анджелеса 1984 года, населенный жителями с магазинами, клиниками, складами, стрелковыми тирами. У нас даже есть карта. Игрок может передвигаться по городу как пешком, так и на автомобиле. Для ориентирования на местности даже есть возможность использовать тот самый предательский телефонный справочник. Многие идеи в самом деле были инновационными, даже опередившими свое время на многие годы. Это был довольно амбициозный проект, который позволил Bethesda даже развить франшизу в полноценную игровую серию, потому как в дальнейшем они выпустили еще 4 игры по Терминатору, но к ним мы обратимся чуть позже. И вернулся он с головокружительным успехом. Повторюсь, что я считаю первые две части фильма сплошным произведением искусства. И давайте точно так же пробежимся и по второму Терминатору, чтобы вспомнить, я не побоюсь этого слова, легендарные сегменты, кадры, высказывания персонажей, которые буквально уже вошли в историю. Да твою мать, с первых секунд! Музыка. Просто 2-3 ноты, которые максимально короткие по длительности, которые задают настроение и создают атмосферу вокруг тебя уже с первых секунд. 29 августа 1997 года погибло 3 миллиарда человек. Сара Коннор начинает вводить нас в курс дела, и появляется он, точнее они. Ну, разумеется, если в первом фильме нам показали эндоскелет только в конце, это и был один из основных саспенсов, то здесь Кэмерон решил зайти сразу с козырей и показать нам терминаторов, какие они есть во всей красе. И не одного, а целый батальон, ну и, конечно же, технику потяжелее. Ее мы могли наблюдать и в первом фильме, но здесь она, разумеется, сделана более качественно. Первый терминатор был запрограммирован нанести удар по мне в 1984 году, до рождения Джона. Не вышло. Второй должен был уничтожить самого Джона, когда тот был ребенком. Как и прежде, сопротивлению удалось отправить одинокого воина, защитника Джона. Вопрос только в том, кто из них доберется до него раньше.
После не очень длинного вступления начинаются вступительные титры с уже известной нам мелодией, но здесь они просто взяли заглавную тему из первого фильма и довели ее до абсолюта. Как она звучала в 1984 году изначально, сегодня многие уже даже и не вспомнят, но вот именно эта аранжировка осталась в сердцах всех, кто эти фильмы смотрел. А вот в книге по второй части я, признаюсь, был удивлен. Нехило так дополнили уже начиная с самого старта и примерно на 50 страниц. Начали рассказ буквально с конца первой части о том, как Сара едет в машине и записывает на кассеты книги, как она сама их называла, эти звуковые летописи для своего еще не родившегося сына, содержащие сведения, которые понадобятся ему, чтобы выжить. Потом нас перекинули в 2029 год вместо финальных сражений людей и машин. Конечно же, я не буду все это сейчас перечитывать, просто подытожу, что очень хорошо описана победа людей над машинами, последующая находка скайнетовской машины времени, инструктаж Кайлу Ризу насчет того, что он отправляется в прошлое защитить мать Джона Коннора. И вот незадача. Уже после отправки Кайла Риза ученые Коннора обнаружили, что до них этой машиной времени пользовались дважды. И второй сигнал ведет уже не в 1984, а в середину 90-х. Именно туда, где у нас начинаются события фильма «Терминатор 2». Как и в первом фильме, сразу появляется Терминатор. Ну а чего тянуть, это ведь то, ради чего мы все здесь и собрались. Та же самая внешность, похожая подворотня, этот пустой серьезный взгляд. Да, он вернулся. Итак, на очереди легендарная сцена в баре. Играет типичный бодренький кантри-трек. Опять же, музыка создает настроение, люди отдыхают, выпивают, играют в бильярд. Они, безусловно, ощущают недоумение от того, что к ним в бар зашел голый накачанный мужчина. Но они не чувствуют никакой опасности. Да и зритель тоже смотрит и вроде башкой понимает, что в первом фильме Терминатор руки во всех вставлял. Ну и на текущий момент определенно нужно ждать беды. А теперь смотрите внимательно, насколько ловко одна композиция плавно переходит в другую. Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста». Момент, когда и для всех, кто находится в баре, и для зрителя обстановка кардинально меняется. Сегмент, который лично я просто обожаю. Все эти мужики, байкер этот, который секунду назад чувствовал себя хозяином ситуации, спустя мгновение буквально орет от боли, и никто вокруг ни хера не может понять, что происходит. Постановка просто идеальная, и игра актеров всей этой массовки, как по мне, выполнена на ура. И вообще, если прям акцентировать свое внимание на всех деталях, то можно услышать, что сейчас играет вообще два трека одновременно. Тот, который играет у них в баре в кадре, и закадровый саундтрек Брэда Фиделя, который подчеркивает происходящий здесь пипец. Мы сейчас слышим одновременно два трека, у которых совершенно противоположное настроение, и это звучит максимально уместно и органично. Ребят, я столько раз смотрел это кино, но вот в такой глубокий анализ я еще не вдавался, а ведь такого рода детали это именно то, что незаметно, будто бы 25-м кадром и создает вот это самое чувство любви. Да даже к чему угодно, будь то фильм, мультфильм, игра, неважно. И здесь очень много таких нюансов. Терминатор 2 буквально ими пропитан. Один легендарный видеоряд за другим. Конечно же, не обошлось и без отличной песни. Играет трек Back to the Bone группы The Destroyers 1982 года, между прочим. Примечательно, что в итоге-то эта песня часто звучит в фильмах и в общем на телевидении, когда нужно ввести в повествование или идентифицировать какого-нибудь плохого парня. Убьет или не убьет, ударит или не ударит. Ну как под такую песню можно кого-то убить? Хотя поворот был бы интересный, но это уже было бы каким-нибудь парадоксальным сочетанием разных форм. Да и вообще здесь моментами становится понятно, что Терминатор Арнольда в сравнении с первым фильмом уже какой-то не такой. Явно идет учитывание того, что актера Арнольда Шварценеггера уже знает весь мир как хорошего парня. Не зря же он здесь никого не убил. Максимально грубо себя вел, да, но не убил. Ну и по традиции небольшое DLC к этому моменту из книги. Сейчас речь пойдет о том, как Терминатор шел в сторону выхода из бара. Когда незнакомец приблизился, все поспешно расступились, как библейские воды Красного моря. Не замедляя шага, он вытащил нож из плеча мотоциклиста, который с расширенными от ужаса глазами и кровоточа сполз на пол. По мне, оно бы тоже неплохо смотрелось в фильме. Представьте, как он проходит к выходу мимо этого парня и прям на ходу, даже не опуская на него глаза, вынимает из плеча нож и идет дальше. И все это со своим монотонным взглядом. По-моему, круто. Что ж, там,
Там, где один, там и второй. У меня уже почти 30 лет есть вопрос, который не дает мне покоя. Что, блядь, сделал Роберт Патрик с этим копом? Какой удар он ему нанес и куда? Выглядит так, что он просто подошел, а коп решил прикинуться мертвым, чтобы его не поколотили. Я понимаю, что было какое-то физическое вмешательство со стороны Жидкого, но какое? Напишите, ребят, в комментариях, вот как вы считаете, что сейчас вообще произошло, что Роберт Патрик ему сделал. Ну и также до конца непонятно, он его убил или он его просто вырубил, потому что когда полицейский упал, его показали мельком, то есть не было там никаких следов ударов, следов крови, никаких ран открытых, ничего не было. И создается впечатление, что, он просто его вырубил для того, чтобы получить одежду. Здесь уже без телефонной книги архив полиции. Нас знакомят с тем самым лидером сопротивления Джоном Коннором и демонстрируют вектор его общения с приемными родителями. Джон, иди домой и убери свой свинарник. Джон! Ну-ка, тащи свой зад в дом. Слышал, что мать сказала? Она мне не мать, Тодд. Вы просто гляньте на этого парня. Идеальным попаданием было взять его на эту роль. Мне кажется, лучше быть не может. Из 90-х я могу назвать только двоих актеров детей, которые лично мне очень запомнились. Это Маколей Калкин, который «Один дома» и «Богатенький Ричи», ну и сегодняшний Эдвард Ферланг, которого я больше не видел ни в одном фильме. К сожалению, в дальнейшем жизнь этих ребят наполнилась наркотой и алкоголем. Все-таки, когда на тебя сваливается такого уровня популярность, пока ты еще толком морально не сформировался, может иметь и негативные последствия в будущем. Мы сегодня наблюдаем, как многие куда более старшие личности от популярности сходят с ума, и можно только представить, что происходит в головах детей. Но радует, что они за много лет выкарабкались из этого состояния. Маколей Калкин даже вот звезду славы на Голливудской аллее недавно получил, а Эдвард Ферланг спустя аж 4 года без алкоголя даже возобновил актерскую карьеру. Возраст 10 лет. Это из архива. Мотоцикл. То есть, я правильно понимаю, это сейчас 10-летний ребенок на мотоцикле поехал. Ну и следом зритель получает ответ на вопрос, почему он не с Сарой, а с приемниками. Сара в психушке. Доктор Зильберман делал экскурсию молодым студентам и рассказывал о случае Сары Коннор. В книге он также дополнил, что сначала эти якобы галлюцинации начались с ее другом, а потом передались ей, будто она до встречи с ним была нормальной, а потом Кайл ее ими заразил. Здравствуйте, доктор Сильберман. Как колено? Недавно она пырнула меня в колено моей ручкой. О, этот взгляд. Это уже не та Сара, которую мы знали. Господи боже, да что с этим парнем? Серьезно, самодовольность этого типа определенно сейчас пробила потолок. Это просто, понимаешь, собирательный образ выражения лица всех людей, которые идут подписывать свое заявление на увольнение с нелюбимой работы. Да, обращение с пациентами здесь так себе, но они за это обязательно заплатят чуть позже. Допрос опекунов. Это вы опекун Джона Коннора? У вас есть фотография Джона? Симпатичный парень. Можно я возьму снимок? Пожалуйста. Ты смотри, какие мы вежливые. Важная пометка. На момент просмотра фильма в первый раз, конечно же, мы понятия не имеем, кто перед нами стоит. Человек, терминатор, злой, добрый и так далее. Здесь очень аккуратно, без такого фатализма, какой был в первом фильме, развиваются события. На секундочку, уже 18-я минута фильма, а еще никто никого не убил. С терминатором Арнольда-то все понятно, кто это и что это уже со старта. А этот прям, смотри, какой культурный, спокойный, сосредоточенный, все действия осуществляет сознанием дела, глаза не бегают, как это было у Кайла Риза, четкая, адекватная речь. Да кто ты такой, парень? Задавали мы себе такой вопрос. Утром его тоже искал один парень. Да, громила на байке. Это с вами как-то связано? Нет. Не волнуйтесь за него. И спасибо вам за помощь. 10-летний Джон Коннор тем временем с другом обнесли банкомат. Ничего особенного, смотрим дальше. Хотя секундочку, у Джона та самая фотка, которая была сделана на заправке в конце первого фильма. Саре снится Кайл, напоминает ей, что сыну все еще угрожает опасность. Он стал мишенью. Я знаю. Он совсем один. Ты должна защитить его. Я знаю.
Актер Майкл Бин, кстати говоря, хоть и на 1 минуту появился в этом фильме, но за этот короткий срок одним своим появлением успел напомнить нам о событиях первого фильма. То есть он даже мог просто помолчать в кадре, вообще ничего не говорить, и так бы все поняли, потому что он в этом фрагменте выступает именно в роли символа. Тоже отличный художественный прием. Этот кадр на экране — отсылка к первому фильму, когда Кайла Риза допрашивали ровно на эту же тему. Ему тогда не поверил никто и посчитали его психом. Сейчас это же происходит и с Сарой. Сарунья, очевидно для всех, говорит ему то, что он хочет услышать. Она уже явно на опыте и понимает, что достучаться до кого-то с правдой — это пустая трата времени, и чтобы добиться своей цели, ей приходится, так сказать, пойти на поводу у тренда. Терминаторов не существует, а перемещения во времени возможны только в фильме «Назад в будущее». Но ты мне не раз говорила, что раздробила одного гидравлическим прессом. Если так, то должны были остаться детали. На фабрике что-нибудь да нашли бы. Далее нам показывают исследовательский центр, где специалисты занимаются исследованием тех самых чужеродных для их времени объектов, которые достались им с того самого завода, где Сара раздавила эндоскелет. Ну, что скажете, доктор? Я ведь уже выздоровела, правда? Нет, Сара. Есть одна проблема. Я знаю, что ты умная. Ты говоришь мне то, что я хочу слышать. Я тебя знаю. Ты сам себя знаешь. И я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вряд ли ты сама веришь в то, что говоришь. Если я переведу тебя в общее отделение, ты снова решишь сбежать. Дайте мне увидеть сына, пожалуйста. Он в страшной опасности и не выживет без меня. Я буду рекомендовать операционной комиссии продлить заключение еще на полгода. Еще на полгода. Да ну нахер. Убью тебя, подонок! Убью тебя, убью! Уже прошло 30 минут фильма о роботах из будущего, которые не знают жалости, но в фильме не было еще ни одной смерти. Вот эта хрень не в счет, я понятия не имею, что произошло с этим копом. Учитывая, что фильм идет 2,5 часа, по сути то, что мы видим сейчас, это лишь вступление и подготовка нас к основным событиям. Практика показывает, что чем дольше подогревается интерес и нагнетается саспенс, тем острее ощущается то, к чему все в итоге идет. В детстве после этого фильма, наверное, все хотели в такую штуку поиграть. Нет, ну Девочки, знаете Джона Коннора? Нет. Ты его знаешь? Нет, не знаю. Вон он сидит. Линяй, я прикрою. Джон, кстати говоря, убежал от полицейского не потому, что подумал, что его хотят убить, а скорее всего он решил, что дело в том самом взломанном банкомате, и как типичный ребенок-проказник просто не хотел попасть в неприятности. А прикиньте, если бы он не взломал тот банкомат и сейчас не стал бы убегать от служителя закона, который еще вдобавок и вежливый весь такой со всеми. Мне кажется, история лидера сопротивления закончилась бы даже не успев начаться, потому что требуется всего полсекунды, чтобы убить его без разговоров. Вот оно, его нутро уже начинает проявляться, что называется «вижу цель, не вижу препятствий». Терминаторы окружили свою цель. И что мы наблюдаем сейчас? Джон увидел то, что его действительно испугало. Этот испуг и какое-то понимание того, кто перед ним сейчас стоит, можно отчетливо прочитать на его лице, потому что его мать неоднократно в мельчайших подробностях рассказывала о том терминаторе, который за ней приходил. И вот он снова здесь. И вот в этом самом коридоре произошло то, что многие мои ровесники упустили при первом просмотре этого фильма. А пропустили потому, что в 90-е сначала посмотрели вторую часть, потому что она была доступнее и ее как новинку проще было найти на видеокассетах, а уже потом посмотрели первую часть. Но именно вторая часть была у всех на устах, по телевизору чаще всего показывали именно ее. А выбирать в те годы особенно не приходилось, мы смотрели то, что шло по телеку. Поэтому такая оплошность у многих из нас имела место быть. Мы смотрели этот фильм уже зная, что Арнольд Шварценеггер хороший парень, что он просто не может играть плохого персонажа. Плюс еще спойлеры активно ходили, фильм-то в самом деле был у всех на слуху, как и сам герой боевиков Арнольд Шварценеггер. То есть, когда мы этот фильм включали, мы были уже на 100% уверены, что именно он тот самый герой, который будет защищать Джона. А если бы мы посмотрели сначала первую часть, как и положено в мире последовательной хронологии, то мы бы знали, что там он таки был опаснейшим противником главных героев, который уничтожал все, с чем соприкасался, когда искал Сару Коннор. И до этого момента в коридоре, а это на секундочку 33
3-я минута фильма, мы бы не знали наверняка, кому здесь отведена роль хорошего, а кому роль плохого. Потому как если проанализировать поведение обоих терминаторов, то они максимально аккуратно, никого не убивая, шли к своей цели. А полицейский этот парень так вообще яркий представитель высокого уровня культуры в Восточной Европе, во всех смыслах ведет себя как живой человек. И вполне логично и понятно было бы, если бы он был защитником. Но происходит следующее. Пригнись. Ну, в общем, смысл вы поняли. Едем дальше. Австриец всаживает в Т-1000 все наполнение своего обреза, но уже после первого выстрела, твою мать, что это за желешку такую Skynet нам отправил? Что это вообще за дрянь такая? Лично мне оно напоминает чем-то моторное масло, которое вовремя не поменяли. А желешка оказалась не такая простая, ибо способна швырнуть полноценного австрийца. Представляю, сколько эта хреновина может весить. Я, разумеется, о Терминаторе, не о Шварценеггере. Конечно, конечно. Вам этот момент, кстати говоря, ничего не напоминает? Начинается легендарная погоня, в которой, конечно же, прекрасно все. Плохой Терминатор уже, очевидно, ни перед чем не остановится, чтобы догнать Джона. А еще он, оказывается, бегает как сайгак. То есть, если бы не этот его мопед на 50 кубов, то жидкий бы его догнал вообще в легкую. А вот Терминатор Шварценеггера такими скоростями похвастаться точно не может, потому что мы помним, что... Я не бегун. Я бодибилдер. Каскадеры, специалисты по спецэффектам просто шикарно поработали. И еще один момент. Здесь мы видим, конечно же, Арнольда Шварценеггера. Но если мы включим старую прокатную версию фильма, которая еще не была подвержена современной постобработке с помощью нейросетей перед повторным выпуском в кинотеатре, мы увидим на этом прекрасном Харли Дэвидсоне каскадера, который все эти трюки и проделывал. Все-таки современные технологии и радуют, и пугают одновременно. Можно и омолодить кого угодно, и с легкостью поменять чье-то лицо, имитировать голос, и все в этом духе. Технологии прекрасны, но лучше пусть они находятся исключительно в руках деятелей культуры, чем в чьих-то недобрых. Погоня эпичным образом заканчивается. Да когда кто в киноиндустрии еще такое делал, чтобы в первой части фильма актер играл главную отрицательную роль, а во второй части фильма этот же актер играл главную положительную? Я пытаюсь вспомнить, и что-то ничего в голову не приходит. Кто помнит, напишите в комментариях. Одно исключение. Сериалы не в счет, потому как они крайне редко сегодня являются авторскими высказываниями и стремятся как можно дольше уходить от финала, пока зрители делают нормальный рейтинг. Поэтому в сериалах что только не нахуй вертят. Сейчас у нас речь именно о полнометражных фильмах. А куда ты едешь? Нам не нужны встречи с полицией. Мы уедем из города. Тогда заскочим ко мне. Я кое-что заберу. Отказ. Т-1000 обязательно будет ждать тебя там. Уверен? Я бы ждал. Понимаешь, Джон, у нас, терминаторов, есть четкое понимание того, как надо охотиться за своими жертвами. Ладно, все. В общем, Шварц не пустил Коннора домой забирать вещи, потому что был уверен, что жидкий уже там. Либо был, либо есть, либо будет. Но оно и логично даже для тупого. Кстати говоря, это случайность, что у них есть собака такой породы? Или она есть потому, что, опять же, Сара Коннор своему сыну рассказывала о том, что собаки помогают выявлять терминаторов? Возможно, из-за этого Джон этого пса и завел, чтобы он начал гавкать, если вдруг будет опасность. Что он сейчас и сделал. Отчасти благодаря лаю собаки Джон и его телохранитель поняли, что что-то здесь не так. Твой кусок дерьма! Пес и правда лает. Как зовут пса? Макс. А что там с Волфи? Чего он так лает? Все хорошо? С Волфи все отлично. Волфи тебя ждет. Твои опекуны мертвы. Ребят, я как раз на днях запустил у себя в Телеграме вот этот мем. Как бы ситуация смешная, но отчасти и страшная. Получается, это уже мир, в котором мы живем. По сути, меня вот такой расклад уже совсем не удивит. Таки да, этот уже здесь. Ну и после того, как в том самом коридоре зрителю уже все стало ясно, кто сюда с какой целью явился, фильм будет постепенно пополняться трупами. Причем иногда и жестоко сделанными. Тут как бы ни хера себе. Я думаю, вы этот кадр с пробитым через рот затылком помните. Я его вставлять, скорее всего, не буду, потому что YouTube меня за это выебет, как и за это слово, если я его не запикаю. Т-1000 очень опасный противник, и авторы его сделали таким скилловым не просто так, а потому что градус всегда нужно повышать. То есть, если бы Кэмерон повторялся и сделал врагом такого же банального эндоскелета, вряд ли бы это зашло зрителю. Потому что зритель уже прекрасно знает, что нужно делать, чтобы его победить. Ну типа, знаем, плавали. А сейчас у нас новая необычная угроза, которая гораздо способнее, чем базовые модели терминаторов.
терминаторов. Он тебе и превращается, и голос симулирует, и руки лезвия, и еще очень много всего умеет, и дыры от выстрелов затягиваются, будто бы их и не было. То есть, по сути, ему урон невозможно нанести. Что с ним сделать, чтобы его победить, на данный момент вообще неизвестно. Обратите внимание, что даже наш Т-800 не имеет четкого плана, как эту штуку убить. Он сказал, что нужно убираться из города, то есть цель – сбежать. Увидел он имя собаки и подумал: да, Вульф, значит. А сейчас для кого-то, кто уже смотрел это кино, вот эти самые кадры могут показаться новыми. По сути, они таковыми для нас и являются. Они прежде не попадали ни в прокатную театральную часть, ни даже в режиссерскую версию. Первый раз Свет их увидел всего несколько лет назад, когда фильм после современных постобработок снова выпустили в кинотеатры. И здесь содержится один очень важный момент, который, мне кажется, вообще нельзя было вырезать. В комнате Джона Т-1000 находит письма его матери из психбольницы. И именно из этих писем он и узнал, что она находится там, поэтому он туда и попёрся. Наши-то ребята знали наверняка, где она, поэтому и поехали туда. А вот как Жидкий этот момент выкупил, это уже имело ряд домыслов от самих зрителей, а ответ, оказывается, был здесь. Сару Коннор допрашивает полиция и показывает актуальные фотографии, на которых она видит того самого Терминатора, который преследовал ее в 1984 году. Прикиньте на секундочку ее ужас в этот момент. Это снято в универмаге в Реседе. Сегодня. Мисс Коннор. Но держится она достойно, хотя тут ей прямым текстом сказали, что да, началось, сын уже пропал, опекуны убиты, да и понимает она уже головой, что ей и тогда целый полицейский участок не помог, и сейчас вряд ли что-то поменялось. Сара решила, что лучше сейчас она стащит скрепку со стола и драпанет спасать сына в одиночестве. В ходе размышлений Джон решил, что маму нужно спасать из дурдома, но Терминатор категорически против. Причем вполне нормально объяснил Джону, почему именно он против. Отказ. У Т-1000 выше шансы на успех. Он скопирует Сару Коннор и будет ждать тебя там. Пусти! Зачем ты это сделал? Потому что ты приказал. Ты делаешь все, что я скажу, да? Это один из моих параметров. Здесь же стало ясно, что у Терминатора есть конкретная миссия, от которой он не собирается отходить. Но при этом он обязан слушаться Джона, в буквальном смысле. Встань на одну ногу. Да! Лай как собака. Причем в книге прикольно этот кадр описали, я дословно зачитывать не буду, но фишка в том, что у Терминатора же уже был четкий приказ спасти Джона, но при этом он должен слушать Джона, при этом он должен спасать Джона, а Джон ему говорит его не спасать, спасать мать, подвергая себя опасности. В итоге Терминатор должен подвергать Джона опасности, чего ему приказали не делать. Там у него такое состояние было, что-то вроде на грани зависания, потому что Джон из будущего и Джон из настоящего говорят совершенно противоположные вещи. А ты должен этих кожаных как-то слушаться. Как у него процессор не сгорел в этот момент, я вообще хер его знает. Ты же его чуть не застрелил! Конечно, я же Терминатор. Нельзя ходить и убивать людей! Почему? Он еще спрашивает, просто нельзя! Почему? Потому что нельзя и все, верь мне на слово. Ну как бы ты в этом фильме еще никого не убил, вроде хорошо идем, уже 52-я минута, давай тогда и начинать не будем. И вот с этой секунды начинается довольно интересная линия, где Джон пытается учить Терминатора человечности, причем довольно успешно, между ними начинает зарождаться своего рода химия. Я пойду искать маму, и я приказываю мне помочь. Как меня тошнит от этого типа. Я представляю, насколько мерзко Линди Гэмильтон было сниматься в этой сцене. Хрен его знает, чья это была идея. Кэмерон, ты что ли? Но это типа финалочка, чтобы мы этого чувака еще сильнее все возненавидели, если на данный момент он еще вдруг не закопал себя окончательно в наших глазах. А мы видим еще одну способность у Т-1000. Охереваем и в очередной раз убеждаемся, насколько эта хреновина опасна. Новое убийство с особой жестокостью. Уже второе. А хотя нет, третье. Первое было вот. Круто, что нам прям крупным планом это показали, без цензуры, потому как рейтинг у фильма R, нормальный человеческий рейтинг. А хотите еще прикол? Обратите внимание на звук стука вот в эту дверь. В первом случае стучит полицейский до того, как его убили и взяли его внешность. Звук такое чувство, что более глухой, потому что кулак еще человеческий. А во втором случае звук по этому же материалу уже будто бы более звонкий и менее приглушенный. Звучит как удар металла по стеклу.
металла, коим, в общем-то, и является Т-1000. О, я ждал этого момента, вполне заслуженно. Саруния вошла во вкус, ибо очень долго была взаперти. Клянусь, что никого не убью. Жить будет. Ах ты сволочь! Не, ну так-то и руки можно было ему поотрывать. Сюда. Скорее бежи! Затем, как Линда Гэмильтон играет, вот если понаблюдать, очень натурально выходит, будто бы и не играет, а в натуре ощущает себя в этой шкуре. Очередная демонстрация шикарной игры, просто 10 из 10. Этот ужас ты еще попробуй настолько натурально выдать. Мам, стой! Мам! Вот надо было Джону все-таки первому из лифта выйти. Идем со мной, если хочешь жить. Ровно эти же слова Кайл говорил Саре. За мной, если хотите жить. Это же не может быть совпадением, в том смысле, что это настолько ловкая херня, если копнуть и подумать, почему Терминатор выдал Саре именно эту фразу, чтобы она успокоилась и доверилась ему. Как мы помним, этого Терминатора из будущего отправил Джон. Мать Джона, конечно же, рассказывала ему об отце, Кайле Ризе, многократно, все детали от самого начала их встречи до самого его последнего вздоха. И она не могла не рассказать Джону о первых словах, которые Кайл ей сказал, а сказал он ей: «Пойдем со мной, если хочешь жить». И Джон из будущего, когда программировал задачи для уже этого Терминатора, наверняка вшил ему эту фразу как обязательную при первой встрече с Сарой, чтобы та не бежала как ошпаренная, а поверила в то, что цели Кайла Риза и уже нового Терминатора совпадают. Пожалуйста, она ему даже руку дала. Ну шо, скептик ты долбаный, Терминаторов все еще не существует? Кстати говоря, в третьем фильме мы к этому вопросу вернемся, ну а сейчас... Go! Вот спасибо ему за то, что он пальнул ему прямо в рыло, потому что я себя в детстве помню. Меня маленького с самого начала интересовал вопрос, а что будет, если ему выстрелить из этого ружья прям в хлебало? Понятно, что это его не убьет, но вот именно сама механика, как это будет реализовано. Опять же, в моих глазах этот спецэффект выше всяких похвал. Ну и, конечно же, немного технических характеристик и метод работы систем Т-1000 из книги, потому что в кино некоторые интересные нюансы были опущены. Там в коридоре голова Т-1000 в виде двух искромсанных кусков чуть держалась на его плечах. Концепция боли никогда не применялась при проектировании сферы чувств жидкой машины. Боль – индикатор повреждений частей организма, а этот организм частей не имел, разве что на молекулярном уровне. Молекулы сами представляли собой упрощенное миниатюрное подобие всей машины в целом. Если какая-то ее часть отделялась, разделившиеся половинки припаивались обратно полисплавами. Единственная команда при ликвидации любого дефекта была найти основную массу и воссоединиться с ней. Радиус действия каждой молекулы составлял 14 километров. Сейчас снесенные части Т-1000 находились много ближе. Таким образом, после момента колебаний, вызванного баллистическим шоком, он быстро восстановил здоровое, без малейших следов ран, человеческое лицо. Далее, после окончания погони, спустя страниц 20, Сара все-таки спросила нашего Терминатора: «А этот твой Т-1000, что происходит, когда ты в него стреляешь?» То есть сейчас это идет к прошлому пункту о технических характеристиках. И он же ей незамедлительно ответил: баллистическое проникновение наносит ему гидростатический удар, но только на несколько секунд. Созданный на основе новейших исследований, он может разжижить свою молекулярную структуру, благодаря чему пули пройдут сквозь него, не причинив вреда. И еще перескакиваю на несколько этапов вперед, чтобы уже наверняка закрыть вопрос о технических характеристиках. Сам Скайнет испытывал сомнения, прежде чем создал это новейшее оружие. Беспокойство вызывали факторы непредсказуемости, связанные с долговечностью и способностью данного творения компьютера осуществлять команды без учета собственных приоритетов хозяина. Конструкция была столь изменчива, что только в этот момент, когда реально возникла угроза полного поражения, Скайнет решился отправить в прошлое Терминаторов с целью изменить исход войны, и лишь в самую последнюю микросекунду перед крахом этот гиперкомпьютер послал Т-1000. Короче говоря, сам Скайнет понимал, насколько эта модель проблемная, поэтому использовать эту хреновину они решили только в самом крайнем случае. Это тебе, Сара, не та развалюха, которую к тебе в 84-м отправили.
Немножко пострадала, а вот надо было get down, как тебе Терминатор говорил. Хорошая задумка, пусть герои выезжают задом, потому что разворачиваться уже нет времени. Т-1000 за ними уже погнался, плюс в процессе сдавая назад, они в него еще и стреляют. Вышло очень эффектно. Убить? Нет. Убежать? Да. В очередной раз они от него сбегают, потому что напоминаю, что наш Терминатор в душе не идет, как эту хреновину убить. Для сравнения, Кайл Рис в первом фильме знал, что того Терминатора убить можно, и даже бомбочек для этого наделал, а тут даже учитывая то, что за нас теперь такой же Терминатор, как бы ситуация в корне иная. Да серьезно, я когда первый раз смотрел, я думал, что этот парень нахрен бессмертный. Но при этом я все-таки понимал, что в итоге добро победит зло, и мне вот как раз было интересно, какой инструмент это добро выберет для победы. Что у тебя с глазами? Ничего. Парни, берите на заметку. Ну типа, когда твоя девушка плачет, ты такой «What's wrong with your eyes?» Эй! Полегче, жестянка. Во мне есть файлы по анатомии людей. Чтобы эффективнее убивать, да? В смысле, это что, камень в мой огород? По-моему, нам сейчас всем выгодно, чтобы я убивал максимально эффективно. Больно, когда в тебя попадают. Мне охуенно. Раны заживут? Да. А сколько ты живешь? Ну, служишь, неважно. 120 лет на встроенных батарейках. А ты учишься тому, что не запрограммировано. MCBU процессор может апгрейдиться. Skynet обучает его, когда мы работаем в одиночку. А если поискать выключатель? По сути, из него сейчас сделают человека, который вполне себе живет 120 лет. Именно человека, потому что наш человеческий мозг это будто бы тоже своего рода процессор, а сами процессоры тоже не просто так называют мозгом компьютера. Джон из будущего перед тем, как его сюда отправить, решил эту функцию самообучения также не включать. Возможно, он, как и Skynet, опасался, что этот мистер Вселенная начнет до хрена думать и надумает себе что-то неладное, в итоге отклониться от миссии. Но Джон ребенок все же хотел сделать из этой железки нечто большее, чем просто железка. И по сути, после этого фрагмента со вскрытием его черепушки к Терминатору уже можно смело относиться как к человеку. Да и вести он себя будет несколько иначе. Если вы давно смотрели этот фильм, возможно, вы этих деталей не помните, но сегодня мы также обратим на них внимание. Кстати говоря, из театральной прокатной версии этот фрагмент был вырезан. Просто какого хрена, я понятия не имею, потому что это тоже пипец как важно для понимания всего фильма. Нет, нет! Не убивай его. Это не он, а оно. Он мой друг, понимаешь? Ты хоть знаешь, как трудно его уничтожить. И если что-то пойдет не так, другого шанса не будет. Нет, мам. Я ведь буду военачальником. Может, ты меня послушаешь хотя бы раз в жизни? Если собственная мать меня не слушает, кто еще это будет делать? Сара сейчас одним движением чуть не убила их всех, если вы понимаете, о чем я. Еще не научился? Надо уезжать из города как можно скорее. Не, ну ты гля, он уже сам хочет свою железную жопу подальше от Т-1000 унести. Пожалуйста, давайте уедем из города. Одобрено. Нет, 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 нет. Ты слушай, как говорят люди. Не говори «одобрено» и прочую ерунду. Говори «no проблему». А если кто-то начинает на тебя наезжать, говори «пошел ты». А если хочешь сразить наповал, «hasta la vista, baby». Hasta la vista, baby. Спокуха. Ушлепок. Классно, ты врубаешься. Но проблема. Ну все, в принципе, он уже все умеет. Вполне готов к человеческой жизни на планете Земля. Ибо у нас 70% молодых людей только в таком стиле и могут общаться. Ты посмотри на себя. Ходишь, как какой-то урод. Улыбайся хоть иногда. Улыбаться? Джон, не проси того, о чем потом мы все можем пожалеть. Рад познакомиться. Сцена, которая никогда не стареет. Арнольд просто красавчик. 10 из 10. Помочь? Нет. Отдай мне! Не отдам! Отдай! Не отдам! Это мой пистолет! Нет, мой! Мы не выживем. Да, я про людей. В вас заложено природой убивать друг друга. И это нам, людям, говорит робот. Десятилетия за десятилетием мы снова и снова доказываем правоту этих слов. А почему? Потому что люди дебилы и дикари, которые не извлекают уроков из истории и бесконечно провоцируют новые конфликты. Заметьте, что эта фраза звучит в 91 году. Спустя более 30 лет она до сих пор как никогда актуальна. И я почти уверен, что и через очередные 30 лет она все еще будет звучать в тему. А если некоторые провокаторы всего этого дела не возьмутся за мозги
мозги, хотя кого я обманываю, кто там возьмется? Пока миром правит капитализм, ни хрена путного из этого мира не выйдет. Ну ладно, что-то куда-то не туда меня унесло. Через 3 года Кибердайн станет крупнейшим поставщиком военных компьютерных систем. Усовершенствует бомбардировщики стелс их компьютерами, и они станут беспилотными. И после этого они будут летать безупречно. Система выйдет в интернет 4 августа 97-го. Защита станет независима от человеческих решений. Скайнет начнет обучаться в геометрической прогрессии. 29 августа 97-го в 2:14 ночи у него появится сознание. В панике люди выдернут питание. Скайнет даст отпор. Да, он запустит боеголовки по целям в России. Почему в России? Они же наши друзья. Потому что Скайнет знает, что русская контратака уничтожит врагов здесь. Первым делом он посылает ракеты на Россию. Как я уже говорил, кино пророческое в очень многих вещах. Прошло уже вот больше 30 лет, не изменилось ни хрена. Ну и технологии сегодня достигают такого апогея, что в натуре страшно становится. Искусственные интеллекты рождаются один за другим. Они обучаются, они подделывают голоса, внешность, пишут за людей статьи, разговаривают по телефону. Владелец Twitter, SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и другие видные деятели в сфере технологий подписали открытое письмо с просьбой остановить как минимум на 6 месяцев обучение систем искусственного интеллекта мощнее, чем GPT-4. Отмечается, что все разработчики искусственного интеллекта, по мнению авторов письма, должны использовать это время для совместных разработки и ведения протоколов безопасности для продвинутых систем. Разработчикам необходимо сфокусироваться на том, чтобы сделать современные искусственные интеллекты более безопасными, интерпретируемыми, транспарентными. Системы искусственного интеллекта с интеллектом, который может соревноваться с человеческим, могут предоставлять серьезный риск для общества и человечества. Это обозначается в обширных исследованиях и признается лучшими ИИ-лабораториями, говорят авторы письма. По их мнению, в последнее время лаборатории искусственного интеллекта все более активно разрабатывают мощные цифровые умы, которые на данном этапе никто не способен понять, предсказать или надежно контролировать. Современные искусственные интеллекты могут соревноваться с людьми в базовых задачах, и в письме выражаются опасения в связи с тем, что они способны перегрузить информационные каналы пропагандой, отобрать работы у людей и в целом заменить их. Мощные системы искусственного интеллекта должны разрабатываться только после того, как человечество обретет уверенность в их пользе, а все риски, связанные с ними, можно будет взять под контроль, говорят авторы письма. Сами видите, что происходит? Илон Маск и Стив Возняк довольно-таки неглупые ребята, иначе как минимум они бы не были там, где они есть сейчас. И понимаете, вот у меня уже просто спортивный интерес, хотя бы попытаться дожить до момента, когда все, что произошло в фильме «Терминатор», уже случится и в нашей жизни. Потому что все к этому идет. Медленно, но, ёб твою мать, уверенно. Я в очередной раз задаю вопрос, как больше 30 лет назад Джеймс Кэмерон умудрился это снять? Причем снять настолько круто. Возможно, это один из секретов актуальности этого шедевра и до сих пор. Рецепт, оказывается, гуляет у нас под носом. Надо всего лишь предсказать будущее и снять об этом кино. Тогда в процессе наступления этого самого будущего люди неоднократно будут выдавать фразу «О, это ж как в Терминаторе было». Вот сейчас каждый поставьте видео на паузу и вспомните, сколько раз за последние 10-15 лет вы эту фразу произносили и в какие моменты. Я думаю, многим из вас будет что вспомнить. Непосредственно ответственен Майлз Беннет Дайсон. Ты только посмотри, как ответственно он приближает наше человечество к уничтожению. Ты что, будешь работать целый день? Прости, дорогая, но эта штука меня просто не отпускает. Не могу. У меня работа. А главное, что все затевается, ну вроде как с благими намерениями. Представь себе сверхзвуковой самолет, в котором пилот никогда не устает, никогда не ошибается, никогда не работает с похмелья. Как и в нашем случае, искусственные интеллекты и нейросети же должны облегчить людям жизнь, а в некоторых ситуациях так и вообще взять на себя какие-то базовые задачи, да и не только базовые. Вот сейчас начнется ряд человеческих моментов. Вы, конечно, смотрите сами, но я это для себя понимаю именно так и приурочиваю именно к тому, что они тогда в голове у него покопались и запустили программу самообучения. Это дядя Боб. Дядя Боб, это Энрике. Дядя Боб, да? Дядя Боб. Дядя Боб, он переспросил. Он увидел ребенка, ему стало интересно. Таких маленьких людей, наверное, он еще не видел. То есть его уже начинает интересовать что-то, что не входит в его основную задачу. Еще кое-что. Очередная мелочь, из которой формируется общая картина. У мамы есть привычка. Он его сейчас придержал, чтобы тот случайно не свалился с лестницы. Ты просто обрати внимание на то, что было до этого. Эй! Полегче, жестянка.
То есть, понимаете, да? Уровень заботы до такой степени. Терминатор относится к Джону как отец. Тебе бывает страшно? Нет. Ты даже смерти не боишься? Нет. То есть ты вообще не испытываешь никаких эмоций? Я просто должен функционировать до тех пор, пока не завершится моя миссия. А потом все равно. Я должен функционировать, пока не завершится моя миссия. Потом все равно. Ну, в этом, наверное, состоит суть и человеческой жизни тоже. По крайней мере, моей точно. Это уж точно твое. Но тут уже просто невооруженным взглядом видно, это не что иное, как человеческая эмоция. Причем лучшая эмоция из всех. Когда мы видим что-то, что нам искренне нравится, мы улыбаемся, даже если не умеем улыбаться. Зачем вы плачете? В смысле, люди? Да. Ну, знаешь, просто плачем. Хороший вопрос. Продолжает обучаться. Когда нам больно. Больно физически? Услышал ответ, задал уточняющий вопрос. Ну, попытка не пытка, не все сразу. Да и тем более, что на сложные вопросы не всегда удается найти простой ответ. Давай, друг мой! Но проблему. Дай мне 5. Протяни руку вот так. Давай. А сейчас бей. Дай мне 5. Сделай так же, как я. Вот так. Тормоз. Просто это лицо. Посмотри на это лицо. Вот поэтому они и начали нас убивать. Вот эти подъебы типа. Где твой самообучающийся процессор? Ты посмотри на себя. Ходишь как какой-то урод. А ты учишься тому, что не запрограммировано, чтобы быть почеловечнее, а не таким придурком. Такая вот душевная и настоящая сцена, ребят. Эти двое уже стали как семья. Причем прошло сколько? Всего 2 дня. Ночью появился Терминатор. Днем он нашел Джона. Следующей ночью они поехали, достали Сару. И вот сейчас закат следующего дня. Прошло всего 2 дня. Ты посмотри на них. Иногда получается так, что от get down до no problemo необходимо всего пару дней. Общие проблемы ускоряют вот это самое сближение. Тем более проблемы такого масштаба. Ну и, конечно же, при достойной режиссуре мы постепенно лицезрели сие развитие и прекрасно понимаем, что, как и почему. Сара не даст соврать. И снова она отрубается и видит сон, где миру приходит конец. Очень, кстати говоря, красивый конец. Сон, где она сгорела заживо. Жестко. Особенно вот этот момент. После ее пробуждения мы видим, что Сара, как и все зрители, тоже решила, что действительно какое-то жесткое будущее и надо решить вопрос самостоятельно. Не брать Терминатора, не брать сына, потому что паренек оказался гуманистом, плюс этой же хренью уже и Терминатора нашего заразил. Поэтому в этом деле они ей не помощники, решила Сара Коннор. И отправилась гасить Майлза Дайсона на глазах его жены и детей. Путем нехитрых манипуляций серым веществом Джон и Терминатор допетрили, куда она отправилась, и выехали спасать мужика. О, черт! Дайсон. Но все-таки Терминатора из Терминатора вы до конца не достанете, поэтому в дороге он таки попытался сказать Джону, что огрохнуть Майлса не такая уж и плохая идея. Плюс они рискуют, потому что Жидкий тоже может просчитать этот ход. Он знает то же, что и я, и может это просчитать. Ее надо остановить. Джон, как истинный лидер сопротивления, стоит на своем. Убийство Дайсона предотвратит войну. Ну и что? Ты ничему не научился? Не понял, почему нельзя никого убивать? Еще одна эмоция. Но какого черта, перепрошили вы его или нет, но он же имеет право на свое мнение в конце-то концов. Сын спас папе жизнь. Дэнни, все из-за тебя. Что? Я тебе не позволю. Да, может быть, Сара и не зря в психушке сидела, кто его знает. Но типа этим жестом она дает понять, что все окей, расслабились, я стрелять больше не буду, я отхожу. Пришла, разъебала кабинет, прострелила плечо мужику, напугала до смерти всю семью. И потом, окей, все, расслабились. Ничего страшного, хотя как бы, нихуя себе. Напомнила мне одного из тех рыбаков, которые ловят рыбу и потом отпускают ее. Со стороны рыбы это выглядит как, за порванную щеку тебе спасибо, братан. Но шутки в сторону, одумалась и хорошо. Но просто сон был очень ярким и красочным. Вот она немного и потеряла свою рассудительность. Тем более тут уже и ребята подъехали. Черт, опоздали.
Кости не задеты. Держите здесь. Кто вы? Зачем пришли? Покажи им. Официально заявляю, я больше не засну. Никогда. А ты как? Все отлично. Еще один момент, за который YouTube меня по голове не погладит, один из самых запоминающихся. Железная рука с остатками человеческой нутрянки, которая еще и шевелится вдобавок, и он еще спокойным голосом говорит им: Слушайте меня очень внимательно. почему так жестко и сразу в лоб, а чтобы все поняли серьезность того, что происходит, и даже не пытались спорить с тем, что работа Дайсона наверняка приведет к тому, что Сара видела во сне. Вы судите меня за то, чего я еще не сделал. Ну так значит, вовремя приехали? Том Круз бы оценил, если вы понимаете, о чем я. Пусть оцепят периметр и ждут нас. Вы арестованы за будущее убийство Сары Маркс. Будущее можно увидеть. Как ты мог это знать? Одни подонки вроде тебя сделали водородную бомбу, а другие довели до ума. Считаешь себя создателем. Ты даже не знаешь, что такое создавать для пользы. Создавать жизнь. Чувствовать, как она растет внутри. Ты умеешь создавать лишь смерть и разрушение. Опять ее понесло, эти вьетнамские глюки. Джон уже 10-й фейспалм отбивает. Ты можешь вести конструктивный разговор. Мы должны это прекратить, правильно? Ну красавчик, в натуре. Вот если ему тут 10 лет или сколько там, то через 1,5-2 десятилетия из него в натуре выйдет охеренный лидер, к которому люди будут прислушиваться. Это Джон Коннор. Если вы слушаете меня, значит, у вас есть силы для борьбы. На этом строится моя работа. Пойди и уничтожь. Но когда? Да за нами тут Роберт Патрик бегает по всему штату, желательно бы поскорее. Кстати, это бы могло решить проблему с Т-1000. Ну типа, если они сейчас исправляют будущее, то оно, плохой исход со Скайнетом, не наступит, и некому будет отправлять Т-1000 на убийство Джона. То есть он просто исчез бы из этой реальности. Что-то вроде той ситуации с Марти Макфлаем из фильма «Назад в будущее», но это лишь одна из теорий того, как работает линия времени. Создается ли альтернативная реальность в той точке, когда герои что-то исправляют, или же линия времени, по которой все протекает, одна единственная, и жидкий терминатор исчезнет? Мы этого так и не узнаем, так как вы все знаете, что они сначала чудом грохнули Т-1000, а потом уже и остальные улики. Так что это остается на уровне теорий, ну а мы движемся дальше. Нужно письменное разрешение и... Я настаиваю. Гиббонс! Тревога. Беззвучная тревога. Нейтрализованы абсолютно все коды в здании. Теперь мы ничего не сможем открыть. Нужно уходить. Нет, мы пойдем до конца. Я понял. Конечно же, все пошло не так, но с трудностями даже интереснее решили наши герои и продолжили спасать будущее. Да, давайте. Высылайте сюда всех, кто есть. Они таки всех и прислали. Арнольд, как же ты хорош в этой роли, ну ёбаный рот. Я уже говорил в обзоре на первый фильм, что недостаточно просто держать в руках оружие, чтобы выглядеть круто. Нужно уже быть достаточно крутым, чтобы круто выглядеть с оружием. Ну а за всю карьеру Арнольда в кино он за какие стволы только не брался, и каждый раз это выглядит просто охеренно. Наш старый друг таки все просчитал, только чуть позже. Ему по рации как раз пришло сообщение о том, где ему искать его цель. Я позабочусь о полиции. Постой, ты же поклялся! Верь мне. Потому что нельзя, и все. Верь мне на слово. Он повторил фразу Джона, когда они на парковке говорили насчет убийства людей. Терминатор, машина, заговорила о доверии. И это ухмылка. Но разве можно после таких вот проявлений человечности относиться к нему как
к нечеловеку. Ну серьезно, пофиг какой там у него эндоскелет, железный или костяной, у него есть мозги. Я уже говорил, что процессор является аналогом наших человеческих мозгов. Он ими соображает, обучается и живет до 120 лет. Даже чувствует какие-то повреждения, что можно назвать физической болью, но вот что тебе еще надо? К сожалению, следующую сцену я не могу запхать сюда целиком. Могу точно так же очень долго о ней говорить и закончить фразой, что это одна из самых лучших сцен не только этого фильма, но и за всю хреновую историю кинематографа. Эй, ты, в окне! Бросай оружие! Выходи с поднятыми руками! Эффекты, музыка, Шварценеггер, миниган, разбегающаяся в панике толпа, взрывы и ни одного убитого терминатором. Давайте лучше вот так коротко я это резюмирую, потому что если я сейчас разойдусь, вы знаете, что мы отсюда не скоро уйдем. Довольно-таки убедительный был жест со стороны киборга-убийцы, но не для всех он оказался убедительным. Кого-то все же пришлось убеждать в индивидуальном порядке. Но это чуть позже, а сейчас... После шоу с миниганом они начали палить во все подряд, даже в безоружного Майлза Дайсона. Смотри, он его именно что по-отцовски схватил за шкирку просто как ребенка, который своими действиями сейчас может себе навредить. Даже с одной стороны жаль, что нам не показали лицо Терминатора в этот момент, хотя он и таким вот образом передал нам все нужные эмоции, и даже Эдвард Ферланг отыгрывает здесь просто на ура. Блин, это такой маленький, но просто гениальнейший сегмент, который за 2-3 секунды просто демонстрирует нам всю суть, прелесть взаимоотношения героев, как Джон любит свою мать и как Терминатор заботится о Джонни. Мне его очень жалко. Чувак погиб по сути за то, что он еще даже не сделал. Семья осталась без отца. Я до сих пор помню, как смотрел в детстве это кино, и у меня маленького первая мысль, которая после вот этого взрыва произошла, прикиньте, я до сих пор ее помню. А что, получается, он уже к своей семье не вернется? То есть у меня еще в голове моей детской, видимо, на тот момент не укладывалось, что такое возможно, что папа может не вернуться домой. Просто здесь так хорошо в этом фильме показали его семью, его самого, его работу, его эмоции, его страх и эмоции его семьи, что я просто охренел, когда он погиб. Так он еще и сам по итогу нажал на эту кнопку, то есть его, видимо, настолько впечатлило то, что он увидел и услышал, что решил уже любой ценой не допустить вот этого кошмара. В фильме нам это показали секунд за 10-15, но в книге автор расписал все это дело почти на 2 страницы, описав все его мысли в этот самый момент. Кстати, он еще и на фотографию семьи взглянул в последний раз, что в фильме нам не показали. Ждите здесь, я вернусь. Ложись на пол! Все, открыть огонь! Ну вот оно, здрасте, очередной эпик от этого фильма. Я не знаю, какой он уже по счету, я уже давно сбился, но это, блядь, тоже гениально. Был даже у меня и такой гештальт. Было интересно посмотреть, а что будет, если в Терминатора почти в упор будут стрелять из такого количества огнестрела. Пожалуйста, вот вам красочно сделанный ответ. Для этих кадров даже сделали куклу Арнольда, которую эти спецназовцы и разносили. Одна из причин натуральности и настоящности. Знаю, нет такого слова, но я его уже придумал. Опять же, все сопровождается правильной музыкой и звуковыми эффектами. Мощно решил вопрос, как, впрочем, и всегда, но меня, блин, напрягало то, что лицо они ему порвали, то есть эндоскелет наружу вылез, и среди людей ты так просто уже не походишь. А это должно было произойти рано или поздно, потому что вот без этой вот детали это была бы просто очередная разборка с участием Терминатора. Но так как мы помним, что градус нужно не только уметь держать, но и поднимать, без этого просто уже не могло обойтись. Да и зрителя нужно постепенно готовить к финалу. Но он еще не закончил, тоже очень классный фрагмент, никого не убил, относительно тихо, мирно сходил к машине. Он становится прям как Бэтмен. Чисто покалечить, и то, если есть необходимость, да. Убить – нет. Вот он, его самообучающийся процессор. Мозги-то все помнят. Но не будем забывать и о нашем друге, который решил до смерти напугать пилота вертолета. Выходи.
Кстати, ничего вам эта ситуация не напоминает? Из первой части фильма тоже под конец был похожий момент. Пошел отсюда. Ну и отправился он снова отравлять жизнь нашим героям. В этот раз у него еще больше преимущества. Вертолет, как-никак. Блин, с него как с гуся вода. Очень вот прям удобно, к нему подъехал очередной транспорт, который он хочет угнать. Черт возьми, ты живой? Вот сейчас, наверное, самая крутая погоня за весь фильм. Тут было очень много погонь, каждая по-своему уникальна и не похожа на другую. Но вот эта, да простит меня сцена с вертолетом, мне кажется, самая экшоновая и самая такая насыщенная событиями. Можно сказать, многоуровневая. И финалочка у нее также достойная. Тут тебе просто на, сбивает им эту пристройку, таранит. Вот тебе далее выстрелы, взрывы появились, крутые виражи, куда же без них. Ну и на десерт, чтобы зрители вообще рты поразевали, просто на тебе автоматная очередь. Но я считаю, катку затащили в нашу пользу. Теперь вот что началось. Жидкий азот эту хреновину подзаморозил. И слушай, а ведь это вариант. Такого они с ним еще не проделывали. Вроде он наконец остановился. Hasta la vista, baby. Рассыпался. Ну и здесь даже кажется, что все, у них получилось. Ну типа, попробуй собери себя по кусочкам в этой ситуации, ублюдок. Конец? У нас мало времени. Не конец. Блин, да что за нанотехнологии, если даже это его не убило, если даже после такого эта дрянь собрала себя заново, да как его убить? Спасительный последний патрон. Очевидно, что этого сейчас он не планировал и даже был удивлен, если можно так выразиться. Все-таки после таких повреждений его начинает подлагивать. А если его можно заподлагивать, значит его можно и убить. Он уже принимает форму всех поверхностей, причем совершенно случайно и очевидно не по своей воле. Чувак, молясь, утратил контроль над собой. Уходите. Нет, мы останемся. Джон, сейчас ты должен уйти. Джон! Уходи, ну же! Нет! Смотри, сначала он спокойно сказал, по имени к нему обратился. Первый раз вот в этом месте за весь фильм Терминатор обратился к нему по имени. Он назвал его Джоном. John, you got to go now. Потом эмоцию добавил, чтобы быть убедительнее. И Арнольд Шварценеггер очень достойно голосом этот момент обыграл. Go now! Now! Но вот в этой стычке Т-1000 будет показывать буквально уже все способности, которые он разблокировал за последние пару дней. Он прищемил нашего Терминатора и оставил, то есть решил даже не убивать, ну типа не мешает, да и хрен бы с ним. В следующей сцене Арнольд отрывает себе руку, чтобы вылезти из ловушки, очевидно с мыслью «как же он меня заебал». Сара спускает Джона подальше от жидкого, а сама остается с ним наедине. Дырку хорошую пробила, но у него все та же его регенерация быстрее, чем у Хью Джекмана, поэтому это лишь на пару секунд его замедлит. В этой сцене тоже что-то есть. Смотри, как она суетится, спешит на панике, пытается перезарядиться, теряется, у нее падает патрон, она начинает брать новый, а Т-1000 идет спокойно, неспешно, с пустым выражением лица. Музыка все это подчеркивает, и в итоге... Зови Джона. Все же умный сукин сын, он ее не убивает, хотя она определенно представляет угрозу, что уже не раз доказывала. Он понимает, что она ему нужна, чтобы Джон пришел к ней на помощь. Сара, конечно, отказывается его звать. Зови Джона, быстро. Пошел ты. Наш вовремя успел. Дальше мы видим, как Терминатор уже даже толком на ногах стоять не может, не то что сопротивление какое-то оказывать.
Лично у меня уже даже какое-то чувство боли внутри появляется, причем каждый раз, когда я смотрю это кино от начала и до конца. Потому как я этот путь прохожу заново, будто в первый раз, и для меня Терминатор тоже становится родным. Я смотрю, как он его лупит под эту музыку, и мне его уже жалко, потому что он для меня уже давным-давно стал человеком. А вот здесь вообще в очередной раз кажется, что все, ему просто хана, а значит Джону и Саре придется справляться без него. И был бы я, кстати, не удивлен такому исходу событий, это неплохо отсылало бы нас к первому фильму, когда Терминатор убил Кайла Риза и Саре в итоге пришлось добивать робота в одиночку. Сара все же решила зарядить сразу уже все, что у нее осталось, чтобы в судорогах не делать это тогда, когда уже поздно это делать. Вот он, спасительный огонек. Господи, благослови кибернетику или не благословляй, я уже даже не знаю, как оно правильно в итоге окажется. Тоже вот этот момент у меня всегда вызывал вообще такую эмоциональную бурю, которую просто хер ты выразишь словами. Это только почувствовать можно. Джон! Джон! Джон услышал, как на весь завод его зовет мать. Как нас в детстве на весь двор звали родители. Умный будущий лидер сопротивления допер, что это не та ситуация, когда лучше палить местоположение их обоих, но и плюс ноги Т-1000 опять слились с решеткой, поэтому он с легкостью догадался, в чем тут подвох. Очень мощная заряженная сцена шутинга от Сары Коннор. Ты только глянь на ее решительность покончить с этим сукиным сыном раз и навсегда. И... Но одного патрона не хватило. Ну вот одного. Ты, блядь, можешь себе представить? Роберт Патрик просто идеален в этой роли. На подходе очередной заряд энергии для наших зрительских глаз. Именно тогда, когда это сильнее всего было нужно, появился наш Арнольд. И последним вот этим патроном, который у него выпал сначала во время погони, который он подобрал, когда они уже приехали на завод, он спасает всем жизнь и уничтожает Жидкого. Тот самый момент, когда даже Т-1000 в полном ахуе. В таком состоянии совсем невозможно удерживать себя на двух ногах, поэтому он заваливается в расплавленный металл. Холодной температурой не удалось уничтожить, а вот запредельно высокой оказалось то, что надо. Давай же. Ну и видок. Мне нужен отпуск. Он умер? Уничтожен. Все кончено. Ну вот вроде бы все закончилось, но... Нет. Он все-таки это сказал. Есть еще один чип. Его надо тоже уничтожить. Это правильно, это рационально, это по-терминаторски и даже по-человечески одновременно. Но посмотри, будто бы уже даже Сара не хочет, чтобы он уходил. Ну и Джон, конечно же, не хочет, ты просто посмотри на это. Парень буквально сейчас рыдает. Я сейчас говорю не только о Джоне, этот еще тоже говорит. Извини, Джон, мне жаль. Нет, все будет хорошо, останься! Sorry, John. I'm sorry. No, it'll be okay. Stay with us. No, John, I'm sorry. Опять Джон. Он его второй раз по имени назвал. Эту сцену нужно смотреть только в оригинальной озвучке. Только в ней, иначе вы ни хрена не почувствуете. Okay, stay with us. It'll be okay. I have to go away. No, don't do it. Please, don't go. I must go away, John. No! No, wait. Wait, you don't have to do this. Sorry. No, don't do it. Don't go. It has to end here. I order you not to go. I order you not to go. I order you not to go. I know now why you cry.
but it's something I can never do. Так, между прочим, в книге нас еще сильнее решил уколоть автор. В момент прощания Терминатора с Сарой она у него спросила: «Тебе страшно?» Последовала короткая пауза, затем прозвучал ответ: «Да». Впервые в своей жизни Терминатор боялся, но не потому, что он должен был прекратить свое существование как боевая машина, а от того, что лишь сейчас вдруг ощутил, что за узкими рамками введенной в него программы открываются широкие горизонты космических масштабов, осознать которые не под силу даже Скайнету, и это заставило его впервые проявить эмоции – страх. Конечно же, никто не просил Терминатора дать более подробный ответ, и поэтому он ничего больше не добавил к сказанному. Он просто повернулся и ступил через край. Прощайте. Хромированный скелет растворялся в том же самом кипящем месиве, в котором исчез Т-1000. Сара и Джон видели, как Терминатор медленно тонет в расплавленной стали. Его рука все еще оставалась над поверхностью. И в самую последнюю секунду она сжалась в кулак, а большой палец вытянулся вверх. Прощальный символ победы. Затем все исчезло. Вот каждый раз, когда смотрю, одно и то же, одни и те же эмоции. Это единственный на планете фильм, который способен вызвать у меня лично вот такую бурю абсолютно всех человеческих эмоций. И это даже понятно почему, потому что нас к этому моменту очень старательно готовили 2,5 часа. И с полной ответственностью могу заявить, что нужного эффекта они добились. Просто браво всей команде, которая над этим фильмом работала. Вот я говорил насчет большого количества мелочей, которые всю эту бурю внутри нас шаг за шагом и нагнетают. Ну вот это либо все произошло случайно, либо это не что иное, как талант и гениальность. Но я готов поверить в одну случайность, ну хрен с ним в две. Но когда этих случайностей в итоге целый мешок на 2,5 часа, то это уже закономерность. Джеймс Кэмерон воистину очень талантливый режиссер, сценарист, который собрал вокруг себя отличную команду профессионалов, операторов, каскадеров, пиротехников, специалистов по визуальным эффектам, актеров, конечно же, они отобрали просто шикарно. Каждый на своем месте. Каждый выполняет свою задачу. Каждый делает свой либо большой вклад в атмосферу и общую картину, либо мелкий. Тут уже кому что по сценарию было прописано. Все детали, нюансы и фрагменты на своих законных местах. Ни одного кадра нам не показали зря. Все ружья выстрелили. А закончить обзор на этот фильм я хочу фразой Сары Коннор, которая звучит перед финальными титрами. «Я смотрю на будущее с надеждой, потому что даже робот осознал цену человеческой жизни. Может быть, и мы осознаем?» Кстати говоря, концовки у фильма две. Одна исключает продолжение, другая не исключает. В первой же Сара уже в старости пишет запись в диктофон на тему того, что страшное будущее не наступило. На детской площадке уже взрослый Джон Коннор проводит время со своей дочерью. Вторая концовка попроще, там на фоне дороги как раз размышления Сары Коннор о ценности человеческой жизни. После выхода фильма «Терминатор 2» игроделы прям слетели с катушек, в хорошем смысле этого слова, потому что с 91 по 2003 год выхода «Терминатора 3», вышло аж 9 игр, которые я смог нарыть. Если нашли больше, напишите в комментариях. Сделаю пометку, что я не включал сюда какие-то максимально похожие друг на друга игры, а именно версии одних и тех же проектов, которые выходили на разные игровые платформы, а также уменьшенные и ухудшенные их копии для портативок типа геймбоя. Я брал только серьезные и крупные по меркам тех лет проекты. Больше всего порадовала компания Bethesda, которая после первого своего проекта в этой вселенной, о котором мы поговорили чуть ранее, выпустила еще 4 игры. В итоге у них на счету целых 5 игр по Терминатору. Признаюсь, я пока рыться в этом не начал, даже понятия не имел, чем Bethesda занималась в далеких 90-х, но обо всем по порядку. 1991 год, Терминатор 2, Судный день, аркада, игруха для аркадных автоматов, которая имела вот такой вид. Нужно было брать в руки оружие и отстреливать огромнейшее количество целей. Сюжет был как в одноименном фильме, но с небольшими художественными доработками. Игра себя хорошо показала, ее даже портировали в итоге на большинство домашних консолей. Далее в том же году «Терминатор 2. Судный день», но уже не аркада, а платформер сайд-скроллер на двухмерной графике с элементами логических игр. Ее мы даже не так давно на стримах одолели, очень неплохой проект, сюжет один в один, как в кино. Terminator 2. Start to play. Просто вот так вот, да? Start to play. Это кат-сцена, между прочим. Вот он я появился, значит. Вот он, я такой иду голенькой.
Куда этот байкер за мной поехал? Я ему понравился? Там сейчас звуки драки идут. И вот эта штука еще и с юмором, можно сказать. Мне подраться не дали, но показали звуки драки. Ля, как он бьет. Он еще может бить коленкой. Что это такое? И прыжок такой странный, ёба. О, я зашел в бар обратно. Официантка, здравствуй, ну иди сюда. Официантку мы убили. Ты видишь это? Ты видишь, что тут еще можно? Вот это я вообще не знал, что за GTA такое здесь начнется. Короче, это что ли ты, хрена ты вылез, ты, Патрик, ты, Роберт? Не рановато ли ты, это, материализовался? Мы же должны с тобой в галерее увидеться в первый раз. Откуда байкеры здесь? 2% жизни. 2. 1. Ну теперь-то ты пойдешь. А можешь не идти, потому что у меня 1% жизни. Сара Фоллоу, yes. Он прям за нами, он прямо за нами, я слышу его. Сара Коннор тоже стреляет. Сара Коннор тоже умеет стрелять. Она стреляет в ублюдков, которые сзади. Моя ты зая. Мы спаслись, твою мать. В 92-м году вышла игра «Терминатор», внезапно по сюжету первого фильма, где играть необходимо Кайлом Ризом. Ее мы, кстати говоря, также не так давно одолели на стримах. И она была довольно ничего. О, музычка. Ну а дальше? О, во, наконец-то. Я этого ждал. Вот теперь я верю, что включил Терминатора. Это Кайл Риз. Кайл Риз умеет кидать гранаты. Он причем бесконечно умеет это делать. Я убиваю сотрудников полиции? Вы вызвали вертолет для того, чтобы уничтожить Кайла Риза? Когда такое было в фильме? В этом же 92-м компания Bethesda была выпущена вторая игра их линейки по этой вселенной с названием Терминатор 2029. И это был шутер от первого лица. События разворачивались в будущем, присутствовали озвученные диалоги, система сохранений, динамичный игровой процесс, отличная для тех лет графика и звуковые эффекты. Welcome to the Special Operations Group, Sergeant. I'll keep the introductions brief. This is Major Al Torres of the 14th Light Infantry. Pleasure to meet you, Sergeant. Some of the boys refer to me as Merlin. В 93-м году все той же компанией Bethesda была выпущена уже третья игра их линейки с названием Rampage. Игра напоминала немного Doom, немного Zero Tolerance, сюжет был полностью художественным вымыслом разработчиков. Также в 93-м был выпущен кроссовер Терминатора и Робокопа. Игра называлась просто Робокоп против Терминатора. Оказывается, это не просто больная фантазия разработчиков, а в 92-м году выходила ограниченная серия комиксов от издателя Dark Horse. К ней мы вернемся еще чуть позже. Спустя 2 года уже в 95-м компания Bethesda снова радует нас новой игрой по Терминатору Future Shock. Это была первая их игра, где нужно было таки использовать мышь для обзора от первого лица, как мы уже давно привыкли делать во всех шутерах. Друзья мои, да там была даже шикарная 3D-графика, во многие здания даже можно было заходить, ресурсы искать, сюжет нормальный, события разворачивались в 2015 году. По сюжету наш герой сбегает из лагеря смертников, далее знакомится с уже знакомыми нам Джоном Коннором, Кайлом Ризом и помогает им в непростой миссии. В 1996 году вышла Терминатор Skynet. Это уже последняя игра по киборгу-убийце от компании Bethesda. Ее сначала разрабатывали как дополнение к Future Shock, но потом решили сделать отдельной игрой. Она очень похожа геймплеем на предыдущую работу Bethesda, но с небольшими доработками и апгрейдами. Появился даже многопользовательский режим. Вот это, пожалуй, была их лучшая работа. С 5-го раза они смогли выработать идеальную формулу, и игру сравнивали даже с Duke Nukem 3D и Final Doom. Далее, на удивление, 6 лет никто вообще ни черта не делал. Видимо, идеи себя исчерпали, фильмы новые не выходили, даже непонятно было, будут ли эти новые фильмы, но в 2002 году уже на PlayStation 2 и Xbox вышла игра Terminator Dawn of Fate. Она представляет собой просто максимальное неуважение к Терминаторам, просто потому что посмотрите на это, просто та его с ноги.
Терминатора, человек, жалкий этот мешок с мясом гасит просто собой. Камбухи, подсечки, палка с шокером, но это ладно, куда ни шло. Но вот эти вот удары по железякам ногами, это выглядит максимально кринжово. Хрен его знает, ребят, дайте сами оценку вот этой вот штуки. Я понятия не имею, знакомы ли разработчики этой игры с фильмами, но здесь за один уровень ты своим персонажем терминаторов будешь просто пачками укладывать штук по 100. Я сейчас даже не преувеличиваю. В игре был один единственный правильный замес с терминатором, который класса лазутчик. Там у него несколько полосок жизни, и это был, кстати говоря, босс. Его надо прям постепенно угрохивать. Суть вселенной-то как раз в том, что каждая встреча с киборгом-убийцей должна быть вот такой, а не в рукопашку на них кидаться, как Джеки Чан. И вот от этого боя я именно что кайфанул. Хороший был босс и непростой. Ну а так, сюжет вполне нормальный для игры 2002 года. Нам рассказывают о событиях, которые предшествуют первому фильму. Ровно до момента, когда Кайла Риза отправляют в прошлое на защиту Сары. Под управление к нам попадают сам Кайл и два его комрада. Девушка Кэтрин Луна и мужик Джастин Перри. Всеми операциями и заданиями руководит лично генерал Джон Коннор. Максимально странное унижение терминаторов, но если закрыть на это глаза, то это обычный экшен-шутер начала нулевых, но однообразный, что пипец. Если вы не застали эту игру в те годы, сейчас включать не рекомендую, оно того не стоит. Также хочу поблагодарить группу Fair Factory за то, что написали сюда пару бодреньких саундтреков, чтобы мы не просто унижали терминаторов, а унижали под тяжеляк от взрывной шикарной индастриал-банды. Создатели комиксов с 91 по 2003 также продемонстрировали неплохую продуктивность, вы только гляньте. Каждая серия комиксов имела несколько выпусков, некоторые серии даже были кроссоверами, среди которых уже известный нам Робокоп против Терминатора, а также была и коллаборация с Суперменом и, внимание, с Чужим против Хищника. Не знаю, кому в голову это пришло, ну да ладно. Ну и конечно же, я не могу не упомянуть о забавном короткометражном фильме, который был сделан, дабы привлечь внимание к аттракционам развлекательных парков Universal во Флориде, Голливуде и даже в Осаке. Это третий по населению город в Японии. Фильм назывался «Терминатор 2. Битва сквозь время». Снят он был в 3D и вышел в 96 году. Все актеры спустя 5 лет вернулись к своим ролям ради такой вот своего рода презентации. Даже заметно повзрослевший Эдвард Ферланг. Это не является каким-либо каноном или официальным продолжением, но сюжет этого 12-минутного короткого метра неофициально демонстрирует нам другой вариант развития событий второго фильма. Создатели всего этого проекта очень круто для тех лет все это реализовали. Во-первых, вышеупомянутые съемки в 3D, во-вторых, целая театральная постановка. Я оставлю ссылку в описании к видео, уделите время, посмотрите целиком, как это все выглядело в конечном итоге, включая живых актеров на сцене, которые взаимодействовали с 3D-фильмом. Главное, помните, что это просто очень дорогостоящий прикол, срежиссированный все тем же Джеймсом Кэмероном при участии всех ключевых актеров из основного фильма. Я сказал, что вернусь. У меня кончаются патроны. Я сваливаю, езжайте. Вау, где мы? Будущее. Решающая битва людей против машин. Не переживай за меня, я в порядке. Не жужжи. Эй ты, лысый. Вы знакомы? Мой дружбан по общаге. Дорогие друзья, первая часть разбора вселенной Терминатора в честь 40-летия данной медиафраншизы подошла к концу. Над второй уже ведется активная работа. И на данном этапе могу добавить, что это будет уже совсем другой подход к реализации, так как начиная с третьего фильма вселенная свернула куда-то не туда. Начался лютый пипец, у всех свое видение, свои амбиции, права передавались от студии к студии, все свелось к тому, что буквально ушатали, просто не уберегли такой крутой проект. Именно поэтому бомбежки и кринжа во второй части будет предостаточно, но не обошлось и без светлых моментов, которые мы тоже обязательно обозначим и разберем. Всем огромное спасибо за просмотр, очень уж мне интересно, сколько вас досмотрело до этого момента. Если вы все еще здесь, напишите в комментариях «Hasta la vista, baby». Ну а сейчас я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео.
Ну ладно, он его убил, но узнал я об этом наверняка только в прошлом году, когда читал книгу о Терминаторе, вот в тот период, когда писал сценарий к этому видео. До этого момента я понятия не имел, грохнул он его или нет. Было снято все именно вот таким образом, чтобы это имело ряд домыслов. Причину я вам уже где-то там выше объяснял. И никто не мог знать наверняка, не прочитав книгу, которая вышла уже после выхода фильма. А написано в ней было так. Кто-то бесшумно проскользнул сзади. Это было какое-то сверхъестественное светящееся существо с расплывчатыми очертаниями. Остин, это полицейский, заметил неладное и начал поворачиваться в его сторону. От внезапной вспышки полицейскому показалось, что из сознания была вырвана какая-то белая рамка. Ему показалось, то есть он в тот момент даже сам не понял, что произошло. В смысле, это что, меня сейчас убили или меня сейчас не убили? Последовал резкий удар, и полицейский смутно осознал, что упал плашмя на мостовую лицом вниз. Кость скулы не выдержала и хрустнула. По его форме скользили чьи-то руки, из носа хлынула какая-то жидкость, все ужасно болело. Шея ныла так, словно вращалась на подшипнике, в который попал песок. Сознание начало его покидать. Последнее, о чем подумал Остин, была мысль о том, зачем члену банды Белый Забор понадобилась форма. Банда Белый Забор — это та банда, которая промышляла в этом районе. Нам об этом в книге опять же до этого рассказали. Какова бы ни была разгадка, случившаяся не к добру, но это теперь не его головная боль. Ему предстояло нечто иное, например, смерть. Все, загадка разгадана, гештальт закрыт.